У меня были проблемы. Не в жизни или учебе, вернее, сейчас всяко не о них. У меня были проблемы с музыкой. Была пара-тройка музыкантов из СНГ, которых мне действительно нравилось слушать. Немного западной и иногда даже мейнстримной музыки. Но этого всего немного. Интересная музыка была для меня ложкой меда в бочке дегтя, вперемешку с соей. Впрочем, не так много всего изменилось. Что тогда, что сейчас, мировые чарты забиты какими-то скучными песнями про любовь, убогими песнями про богатство, скучными и пятикратно переваренными шаблонами в отношении всего, от лирики до инструментала. Эти песни в лучшем случае не вызывали у меня ничего, в худшем вызывали отвращение. Хотя я соврал, ведь на самом деле оба случая вызывали у меня вопросы. Кто и почему это слушает? И это что-то, что люди слушают по всему миру? Кому-то это не иронично нравится? Причем это не так, что мой вкус не совпадал с мировым. Иногда мы пересекались. В довольно редкие моменты. В остальном ничего на высоких строчках чартов и подборок меня не привлекало, и даже больше. Я относился к этому критично. Мне не нравилась трендовая музыка. Я видел в ней вторичность и бездарность, как с точки зрения оригинальности и творчества, так и с точки зрения базы написания музыки. Меня не удовлетворяли низкие стандарты поп-индустрии, в которой может залететь любой шлак, если повезет или есть достаточно денег. Ну и не буду таить. Не удовлетворяет до сих пор. Я даже уже в целом свыкся с этим и начал думать о том, что я просто сноб, которому пришлась не по вкусу всеми любимая музыка. Но относительно недавно я открыл для себя другую сторону поп-музыки. Вернее, даже другую страну поп-музыки. Я посмотрел Рок-Тихоню. Да-да, на моем канале Рок-Тихоня это уже своего рода Рим. Рок-Тихоня побудила меня ознакомиться сначала с музыкой кисоку, а потом и с японской музыкой как таковой. Я открыл для себя японский поп. И не стану скрывать, врать или... может, слегка приукрашу. Это стало лучшим открытием в моей жизни. Японская музыка стала для меня неироничным кладезем качества и разнообразия. Несмотря на то, что и в Японии есть определенные устои, шаблоны и некоторая вторичность, даже эти самые шаблоны сильно отличались от устоев музыки по всему миру. А кроме этих шаблонов была и куча совершенно новой для меня музыки. Классический, но отлично от западного японский рок, более новый, комплексный и динамичный японский рок, эпичный металл, электронный отпад, море синти-попа, рэп разных сортов, а вот про расцветки я так уже сказать не могу. Даже вполне себе джаз. Когда вы в последний раз слышали в поп-музыке что-то похожее на джаз? Музыка радостная, грустная, динамичная, эпичная, простая, сложная, самая разная, и я сейчас рассказываю про всякие андерграунд, инди-группы, у которых такой музыки полно. Не-а. Я говорю про попсу. Я сейчас говорю про поп-музыку, лидеров чартов и ни много ни мало мировые хиты. Я знаю, в такое слабо верится, особенно если вы не анимешник, то есть у вас все в порядке с головой. Но вы можете поскроллить японские чарты, там не 2-3 устоявшихся жанра, песни которых, дай бог, хоть как-то отличаются друг от друга. Там вы найдете музыку на любой вкус. На любую относительно популярность, стоит сказать. Если вам нравится там психодел или неоклассика, то... Я могу предложить вам пару вариантов, но это уже андерграунд. Да здравствует Санкт-Петербург! И я вам рассказываю не с точки зрения, тут в Японии разнообразие есть, а у вас никакого разнообразия, не диверсивненько получается, а значит говно ебаное. И пошел себе слушать 5-6 любимых песен одного артиста, кроме которых больше ничего не слушаю. Не-не-не-не-не, это абсолютно не мой случай. Я рассказываю вам про примеры, в которых я лично заинтересован в той или иной мере, и чью музыку я выделяю на фоне остальной поп-музыки Японии из личного интереса. Кингну, Сим, Натори, Кеншиёнезу, Тацуя Китани, Asian Kung Fu Generation, Fake Type, Creepy Nuts, Baby Metal, Лиса, которую вы раз, два, а то и все три слышали. Полуёбнутый Максимум де Гормон, японская королева басовых партий Зуто Маю, горячённый любимый Кисоку, богоподобнейший Ив. Шутка про Ив Онлайн еще актуальна? Булджать. Когда пчелиная война 2? Йособи. Блять, мне нужно что-то говорить про Йособи, или вы уже сами в курсе? 2 хита для 2 хитовых аниме прошедшего года. Японская уже поп-музыка, это рай для меломана, и это ведь только верхушка. И даже при таком обилии великолепных музыкантов, этот список еще и умудряется пополняться новыми звездами. Ведь, казалось бы, не так давно, пару-тройку, уже почти 4 лет назад появилась еще одна исполнительница, которая также умудряется выделяться не только на фоне всей попсы, но на фоне других японских музыкантов, уступая им разве что в опытности. И мы наконец-то подошли ближе к сути, ведь сегодня мы будем говорить об артистке по имени Адо. И да-да. Да-да.
Да, ее музыка — это отрыв всех возможных флят. Она заслуживает свою популярность, она заслужила каждого своего фаната. И даже больше. Я считаю, что она заслуживает большей популярности. Это шоу здорового человека, это шоу умственно отсталого. Люди должны открыть для себя Адо. Для слепого она свет, для жаждущего она вода, для голодного она шеф. Если у Адо миллион фанатов, я один из них. Если у Адо 10 фанатов, я один из них. Если у Адо один фанат, это я. Если у Адо нет фанатов, меня нет в живых. Если весь мир... Мне кажется, люди стали забывать про завтра. Мне кажется, люди перестают верить в завтра. Но как только оно наступит, они первыми побегут говорить, что верили в него до последнего. В общем, сегодня мы наконец-таки говорим об Адо, потому что, во-первых, как вы уже могли понять, она одна из моих любимых артистов, а во-вторых, она одна из любимых артистов многих. По всему миру у нее есть фанаты, даже в России их немало. И более того, на русском ютубе контент о ней очень даже востребован. Ну, мне так показалось, потому что даже не нужно иметь большого таланта, чтобы на ролике про нее набрать много просмотров. Нужно всего лишь перечитать статью с Википедии. Вы думаете, я шучу? Я ни хера не шучу! 27 апреля 2021 Ада выпускает свой 5-й сингл «Одо». На Википедии отмечено, что Ода — это ее 5-й сингл. И это ошибка, ведь ничего между Гира Гира и Одо у нее нет. Одо была 4-м синглом. Ну, как бы я не хотел уделить некоторое время откровенно бездарным людям, тема ролика другая, да и основной тезис состоит не в этом. Я в целом говорю, что нормального обзорческого контента в ру-сегменте толком и нет. Да и на Западе его маловато, так что исправляю это недоразумение своими силами, а заодно постараюсь порекомендовать Адо всем тем, кто ее не знает. Ибо видит бог, таких у меня половина канала нахуй. Меня зовут Затопище, самый известный русскоязычный швейцарский ютубер. Наконец-таки разбираю музыку певицы, которая за относительно непродолжительную карьеру успела удостоиться мировой славы, всеобщей любви и моего огромного почитания. Исполнительница, чей голос затмевает популярнейших западных исполнителей, и я хочу, чтобы вы выбили себе в памяти те 3 буквы, что составляют ее имя. Дамы и господа, Адо! Адо родилась 24 октября 2002 года в Токио. Имя, внешность, места учебы и большая часть личной информации остаются приватными. Заинтересовалась музыкой и пением еще в начальной школе. В 2017 году она начала постить каверы на Нику Нику, а в 2018 датируется ее первый кавер на ютубе. В 2019 она становится членом Cloud9 и выступает за женскую команду по Лиге Легенд. Это невероятно смешная шутка, посмейтесь, пожалуйста. Короче, Cloud9 это такие челики, которые вроде как занимаются продвижением и продюсированием артистов. От музыкантов до художников. Там кроме Адо есть еще вот это вот Йошино, какой-то там Дзяку, еще какие-то ноунеймы. 15 октября 2020 был объявлен ее дебют от компании Universal Music Japan. А 23 октября и произошел тот самый дебют с первой сольной песней Усева. И что сказать? Сказать, что дебют был громким, это ничего не сказать. Клипы песни начали стремительно набирать популярность по всей Азии. Так сам клип набрал 40 миллионов просмотров на ютубе уже к концу января 21-го, за 3 месяца после релиза. А в конце марта он уже набрал 100 миллионов просмотров. 10 декабря 2020-го Усева была первой в японском чарте Spotify. 1 февраля она стала первой в чартах Oricon, а 15 марта она заняла лидирующую строчку в Billboard Hot 100 Japan и даже однажды побывала в топ-100 глобальных чартов. На 41 месте. Избавлю вас пока от рассуждений, какой кал был на более высоких строчках. Ну а ее дальнейшие треки успеха очень даже сыскали. Ready Made, Гира Гира, Одо. Песни уже не просто стреляли, это было сродни артиллерии. Имя Адо гремело по всей Азии, ее приглашали на интервью, телепередачи, с ней заключали сотрудничество, она получала награды, у нее проходили туры. Слава была велика, но это был еще не мировой уровень. А на мировой уровень ей помог выйти One Piece! The One Piece is real!
Да, именно Адо была исполнительницей песен Уты. И этот факт на пару с успехом этого фильма определенно добавили Адо некоторой популярности. Плюс-минус всемирный. На данный момент на счету у Адо 4 альбома. 2 сольных, один закрепленный за этим самым One Piece, и один состоящий из каверов на разные хайповые песни Японии по типу Годи, Шаишите и Unravel. Да, она каверила Unravel, и мы об этом поговорим. Ну, чтобы вы вообще не сомневались в успешности Адо, буквально в этом году... стоп, уже не в этом году. В общем, у нее проходил мировой тур. И еще будет проходить уже в этом году, да. World Tour 2025 И первый тур был на самом деле ебако успешный, при учете того, что все билеты были распроданы, перекупами в том числе. И честно, я готов каждого который занимается перекупками разных вещей, а то и откровенно бывает людей такими вещами. Ведь это так классно покупать билеты на концерты с очень активной аудиторией и перепродавать их в разы, а то и в десятки раз дороже их оригинальной стоимости. Из-за них я не смог попасть на концерт в прошлом году, и мне реально очень хотелось начать выслеживать подобных людей. Но в этом году я довольно добрый, ведь я все-таки смог отхватить себе билет! И теперь я наконец-то смогу побывать на концерте моей любимой исполнительницы, и я даже не сомневаюсь, что это будет охуенно! Наконец-то вживую насладиться великолепием ее голоса. Это будет прекрасно. Но все-таки не стоит забывать, перекупы хуже грузинских релокантов. Лучший способ вытравить их из нашей жизни — это не давать им их хлеба. Заставьте их пожалеть, что они решили закупить билетов и продать их задорого. Просто не покупайте билеты дороже их оригинальной стоимости. И, что важно, не попадайтесь на скам. Скам. Это популярная тема в мире в целом, в интернете, и развелось в последнее время очень-очень много скамеров. Если вам предлагают купить билет через PayPal, через Family and Friends, шлите его на. Это скам. Таким образом у вас пропадает возможность оформить возврат. Закупать билеты либо через официальные площадки, либо, раз уж доводится через PayPal, Goods and Service. И никак иначе. Да, мне говорить легко, я себе билет уже отхватил, и мне беспокоиться не о чем. Кроме того, чтобы расправиться с людьми за обиды прошлого. Но практика показывает то, что именно такой подход сводит деятельность перекупов на нет и вынуждает их распродавать накупленное за гроши. Но, наверное, больно наивно с моей стороны будет такое рассказывать. Собственно, давайте непосредственно по творчеству. А у Адо достаточно широкий спектр жанров для ее музыки. Начиная всякой электронщиной, роком и заканчивая балладами и хоррор-треками. Страшилки, шестое чувство. Эту шутку поймут 2,5 дебилыча. Какого-то конкретного строгого жанра у нее нет. У нее действительно есть песни на самые разные жанры, но если нужно отметить преобладающие жанры над остальными, то это электронная музыка, рок и баллады. Но не спешите расходиться, если вы не фанат такой музыки. Во-первых, если вы не знакомы с японской музыкой, то даже понятия не имеете, как она в этих жанрах звучит. А во-вторых, в других жанрах по типу свинга или рэпа песни тоже имеются. И да, вам нужно посмотреть полную 2-часовую монографию ради пары песен, которые вы, возможно, добавите в свой плейлист. И лучше вам не отвлекаться. И вот по ходу всего видео мы так или иначе будем рассматривать ее песни. И возможно, даже перейдем к описанию того, чем они такие классные. Настолько, насколько мне хватит в этом эрудиции. И идти мы будем по, как мне кажется, нарастающей. А потому и начинать мы будем с чего, как по мне, послабее. Я люблю электронную музыку и различные электронные приколы в песнях. Для меня ценность электронной музыки состоит в том, что это огроменный спектр разного звучания. Разные синтезаторы, плагины, регуляторы открывают кучу новых возможностей в написании музыки, которых невозможно достичь исключительно живыми инструментами. Конечно, электронная музыка никогда не заменит живую, но она не должна ничего заменять. Напротив, разная электронщина вкупе с живым звуком может делать еще более удивительную музыку, чему свидетельствует жанр неоклассика. Ну, об этом как-нибудь в другой раз, когда будем обсуждать какие-нибудь другие произведения, скажем так. Электронный звук может принести столько нового и великолепного звучания, но вместо этого мы всем миром сидим на 808-х басах и дешевом синтвейве. Здорово! Вот вам и весь технический прогресс. Вы не подумайте, я не против простых песен, даже электронных. Дабстепа, рэйва я не прошу, но простые вещи можно делать со вкусом. Ну конечно же, Япония в этом плане выгодно выделяется.
Знаете, мне для создания роликов, и в частности этого ролика, никогда не приходилось выделять для себя песни, которые мне не нравятся, и тем более обобщать их по конкретным шаблонам. Ну типа, кто бы мог подумать, что в будущем мне придется выстраивать вокруг них конструктивную критику. И спустя кучу времени прослушивания кучи японских песен, среди которых большая часть времени я все-таки слушал хорошие японские песни, я оказался в парадигме, где некоторые песни очевидно написаны по определенным шаблонам, по шаблонам более конкретным, чем определенная прогрессия аккордов, привести Racing into the Night как, по сути, главный представитель одного из шаблонов, привести еще пару примеров схожих песен как подтверждение шаблона, старожилы японской музыки, может, даже поддержат и скажут, что правда есть такая проблема с шаблонами, но лично я больше примеров привести не смогу. У меня закончился список по этому шаблону. Я проебался в факт-чекинге. И это все сказал потому, что в ранних версиях сценария я хотел более-менее пробежаться по вот шаблонной стороне электронного джей-попа, но и в заблуждение я никого вводить не хочу. Потому перенесем этот разговор на более осознанного меня из будущего. Уверен, что я еще пожалею об этом. Пока ограничусь тем, почему именно Racing into the Night и ей подобные мне не нравятся. И нет, это не потому, что это песня про суицид. С этим проблем у меня нет. У меня проблема с тем, что это ни хера не песня про суицид. Вот честно, насрать на крайне скудное наполнение как аранжировкой, так и полнотой звука в целом. Ну то есть песня просто ощущается плоской. На мелодическое однообразие этой песни и схожих с ней, она... Просто послушайте. А теперь скажите мне на серьезном ебале, что это песня про суицид. Да ни хера мне этого не выдает! Вот правда, как залетит какая-нибудь херня в чартах, в трендах, в ТикТоке, и сиди гадай, что в ней такого особенного? Почему она залетела? Что в ней понравилось такому большому количеству человек? Типа, может у большинства человек как-то иначе развит эмоциональный интеллект? Может это я такой маргинал и не чувствую такого вот классного в таких эмоциональных песнях? Я не понимаю. Ну вот правда, если вы не японец, то для вас это просто веселенькая танцевальная песенка. Для меня это очень скудная танцевальная песенка, без какого-либо хоть сколь-нибудь весомого намека на истинный смысл песни. А для японцев это прям нихуя себе, поднятие такой жесткой темы, там прям жестко плюс мощно. Анимешники должны быть все ужасающе наказаны. Хотя, может, в этом и смысл. Поем про суицид, а на самом деле у нас все пиздато. И есть примеры песен, которые могут передавать определенный смысл через звук. Ну и раз уж мы заговорили про Суисей, Синамото. Автор песни Young Girl A. И он выпустил песню Please Give Me a Red Pen незадолго до того, как он предположительно... ну вы поняли. И тут даже без особого контекста песня уже отдает некоторой тоской, но с контекстом самой песни и с контекстом истории артиста эта песня становится невероятно депрессивной, и мелодия уже приобретает смысл сродни «все хорошо». Не стоит грустить по этому поводу. Так и должно быть. А Йособи, хоть убейте, что без контекста это ебаная песня, не передающая необходимых чувств, что с ним она остается ебаной песней, не передающей необходимых чувств. Это главный грех поп-музыки во всем мире. И да, Япония таким, к сожалению, тоже грешит. Ну и да, я не могу сказать, что это прям конкретный шаблон, но у Адо есть схожая песня. А вот с этого момента ролика начинаются проблемы. И конкретные такие расхождения с так называемой режиссерской версией. Никогда так рано относительно хронометража ролика я не рекламировал свой бусти, но понимаете, есть в мире такая вещь, как авторское право, которое очень любит соблюдать YouTube и очень любят отстаивать большие компании. Ибо, видно, ютубер с 9к подписоты представляет очень большую угрозу их финансовому состоянию. Ну и, конечно же, этому в противовес есть добросовестное использование, которое позволяет использовать авторские материалы без перечисления каких-либо гешефтов самому автору. И на которое, по большему счету, все клали большой и толстый детородный орган, а то еще что фалообразное. Ведь даже соблюдение добросовестного использования не уберегает тебя от страйка на упреждение и удаление твоего ролика вследствие. И даже если ты смог отстоять свои права, что уже само по себе является то еще больная дырка задницы, то будь уверен, что твое видео провисит в муте еще как минимум пару недель. А я это к чему? Content ID очень много за какие песни накидал к первичной версии ролика. Даже за песни, продемонстрированные буквально одним куском в 15 секунд. Ну да, это потому что допустимая длина песни может составлять лишь 6 секунд.
почему-то. А потому изначальная версия ролика была жутко порезана, чтобы Content ID просто пропустил его в Россию и Беларусь. Я, конечно, подал апелляции на действительно важные моменты ролика, благо UMG просто их игнорирует. Но все-таки, если бы я подал апелляции 40-50, то какой-нибудь тамошний клерк точно охуел бы. Ну, а полную версию я перезалью на ВК-видео. Капец, я юморист, заценили? На Бусти полная версия ролика. Да, платно. Ибо после всей той более годовой работы мне определенно нужна моральная поддержка. А нет лучше моральной поддержки от зрителей, чем поддержка финансовая. Ну и, может, однажды залью ее на Корнхаб. С чем черт не шутит. Лирическое отступление закончилось. Больше постараюсь вас не тревожить. Йоруно Пьеро. И, она скучная. Мелодия в темпе диско с минимумом динамики, односкладная мелодия на главном инструменте, стандартный аккомпанемент, в котором ничего особенного не выделишь. Ну и эффектики, да, может кому-то они даже понравятся. Да, по наполнению звуковому уже несколько все шире и глубже, да, концептуально это другая песня, но композиция наталкивает на сравнение. Обе эти песни мне не нравятся из-за довольно скудного, да и откровенно избитого наполнения. Обе эти песни мне не нравятся из-за неполной реализации своих концепций. Единственное кардинальное отличие Йоруно Пьеро от схожих песен, помимо темы, но давайте будем честны, тема в языке, который мы не знаем, не является кардинальным отличием, это нереально пиздливое начало. Что я имею в виду? А то, что песня начинается вообще не подстать всему остальному в ней. Темп, стиль, настроение, да даже тональность абсолютно не соответствуют всему остальному в песне. И лишь ритмический рисунок кое-как косо-криво связывает, по сути, две разные композиции. И концептуально оно понятно, это такое обозначение прохода в ночь, в совсем другую жизнь. Ой, простите, это мне понятно. Человеку, который ознакомлен с текстом песни, а вернее с ее переводом, вы знаете, японский. Ставьте лайк, если тоже слушаете японские песни из-за глубоких текстов. Не в этом плане, блять. Но даже в такой концепции сделано это ужасно топорно, ведь композиция никак не возвращается к этой теме. Это бы работало либо в каком-нибудь концептуальном альбоме, либо если сама песня будет ссылаться на эту мелодию. Хотя ссылаться на нее нужно еще постараться. И это все к чему? Скудная аранжировка, довольно приторная мелодия, не вызывающая интереса к композиции и не передающая в должной мере необходимые чувства. Какое совпадение! У Адо есть еще одна такая песня. Domestic Violence. Название, я думаю, вполне говорящее. Ох, Канария, бывают же у тебя неплохие интересные релизы. Порой. Это, разумеется, не тот случай. Ну и я уже по сути про нее все рассказал. Слишком синтетически пресная композиция, как для песни про домашнее ебать насилие. И не то чтобы у Адо были какие-то проблемы с тем, чтобы сделать ей нетипичную композицию. У нее есть Lucky Bruto, которая, на самом деле крайне нетипичная. Притом местами пытаясь быть довольно типичной. Короче, это просто довольно сумбурная песня. Я не уверен, насколько она попадает под сан электронных, но она слишком нестандартная, чтобы пихать ее в какой-то конкретный жанр, и мне слишком на нее чтобы выделять отдельный параграф. Шоколад Кадабра начинается неплохо, да и вплоть до первого припева она звучит очень даже. Бодрая, динамичная, заводная. На втором куплете пошли заигрывания с настроением и даже звучат неплохо, но на втором припеве, намудрили. Очень странная смена ритма, которая просто не подходит обыкновенной танцевальной песне под обыкновенный танец из клипа. И концептуально выбивается она даже из второго припева, который, отличается от первого. Ну и еще Mirror, от которого лично я ждал чего-то великого, ибо одна из моих любимых певиц Адо и один из моих любимых композиторов Натори сделали совместную песню. Тем более я был на хайпе относительно песен Натори после Absolute Zero и The Saints, он точно умеет делать классную музыку. Ну или по крайней мере классный рок, потому что электронная песня вышла слабоватой. Все, кроме баса и голоса Адо, звучит плоско. Я будто слушаю выкидыши, овердосы и Help It. О боже, какое ужасное сравнение. И да, я прекрасно знаю про существование Overdose, и что, скорее всего, аранжировка с него и была взята для Mirror, но прикол в том, что Overdose, не имея ни одного живого инструмента, у которой бас вполне возможно был написан на бубасе в FL-ке, звучит объемнее, чем Mirror. Это воистину парадоксально.
И даже так все эти песни интереснее слушать, чем Best EDM, Party, Electro, House, Techno and Festival Music или, опять же, ту же Тейлор Свифт. А, стоп, я же в этой версии сценария ничего не рассказывал про Тейлор Свифт. Короче, Тейлор Свифт это хуй. Некоторые из них следуют трендам, но вы об этих трендах в хуй не дунете, пока не углубитесь в японскую музыку, чего не скажешь про электронщину других стран. В других песнях композиторы и вовсе стараются сделать нечто интересное и приятное для прослушивания концептуально и композиционно. А еще они пытаются высказываться на разные темы в разных сеттингах, но, вы знаете, японский. Просто лично мне эти не заходят по причинам вышеописанным и сложно описуемым. Да и вообще вы могли заметить, что в целом мы шли по нарастающей от шаблонного джей-попа и дойдя до интересной мелодии. А все потому, что на самом деле... И начиная отсюда мы будем говорить о песнях, которые, по моему мнению, как минимум хорошие. Начнем с Motherland. И вот песня уже пытается создавать довольно нетипичную атмосферу. Припев песни идет на смену атмосферы с расслабленной и танцевальной в довольно драматичную, притом развивая эту драму, этот кричащий настрой впоследствии. Value, я думаю, можно отнести к подобным песням, попса с применением электронщины, если хотите. Хотя пускай куплеты работают по канонам поп-музыки, идут в такую драматичность, не отступая при этом от каких-то танцевальных мотивов, но на припеве она имеет то, чем не может похвастаться 80% поп-песен. Риф на электрогитаре. И живой инструментал в целом. И вы на самом деле не представляете, насколько живее это делает песню. Вот так просто простая попсовая песня становится захватывающей композицией, в которой ощущается жизнь, развитие и все остальное по теме песни. Песня действительно ощущается как высказывание на тему человечества и искусства, да ее просто интересно слушать в силу хорошо проработанной динамики. Опять же, почему динамика плохо работает в том же Yoru no Pyro? Связь между началом и всей остальной песней минимальна на уровне базы, тональности, темпа и под конец настроения. Почему динамика не работала в Chocolate Kadabra? Потому что вся песня будто бы подводит к какому-то катарсису в виде того, что мы снова вернемся к первому припеву, но вместо этого второй припев решил делать сальто, перейдя с ритмичного плавного звучания на какое-то полуавтоматическое, и это сбивает с толку. В Value переход работает потому, что положение припева до первого раза нам неизвестно, а то, что по итогу появляется, не выбивается из композиции. К тому же я могу предложить песню от Адо, которая реализует приемы обеих этих песен куда лучше. Нукигара. Вышла в последнем альбоме. И это буквально лучшая версия Yoru no Pyro и Chocolate Kadabra. Вайбы ночной жизни в неоновых вывесках? Есть. Причем более оригинальная композиция, которая целиком состоит из электронщины, передает это ощущение заметно сильнее. Разгон в начале есть, но происходит он в одной тональности, а следовательно более крепкая основа для билдапа. Более распыленный бридж со схожей динамикой в Chocolate Kadabra? Есть. И сказать, что конкретно в этом оно лучше, тут уже на вкус и цвет. Мощный электронный проигрыш из той же Chocolate Kadabra? Есть. И конкретно здесь он выглядит куда аутентичнее. Эх, как бы я хотел все это вам продемонстрировать. Жалко YouTube. Такой YouTube. Да и вообще Нукигара просто очень классная песня. Под нее классно было бы просто взять да прогуляться по ночному Токио, освещенному вывесками, баннерами и светом не спящих зданий мегаполиса. Хотелось бы поехать в Токио, побывать на концерте Адо, Ива, Мили, Йоасоби. А заодно и попасть в землетрясение, споткнуться и разозлить якуз, в побеге от них упасть под грузовик и сюкануться в мир фрирен в виде пива. Жаль, этому всему не суждено сбыться. А еще хотелось бы посетить тот суши-ресторан для коллаба, с которым Адо исполнила песню, она тоже прикольная. Человая, в меру наполненная, может напомнить вам сразу Be a Flower, Brave и некоторые песни Кисоку. Плохо ли это? Да не сказать. Эта песня на пару с Zero показывает хорошую реализацию и некоторые переосмысления знакомых приемов. Ну и собственно Zero. Или же 0. Или же 0 из 10 песня. Я к прослушиванию не рекомендую. Это было бы забавно, но на самом деле песня... вот реально, по всем канонам снобизма здесь я должен говнить ее за шаблонность, ибо это, наверное, самая кей-попизированная песня, которая когда-либо была у Адо во всем. В вокале, мелодии, настроении, во всем это прям кей-поп. Билдап всей этой дерзости, довольно типичный для кей-попа рэп, еще вот этот катарсис, который, я уверен, звучал в нарезках по Лиге Легенд, но... Знаете, мне... Песня просто сама по себе охуенная. Во-первых, это абсолютно новая амплуа для Адо, но на этом мы сейчас заостряться не будем. А во-вторых, она исполняется просто ебейше. Композиция очень дерзкая, угрожающая, самоуверенная. Динамика заставляет представлять себя богатой сучкой с тачкой за лямы баксов. Куда лучше, чем это делают сучки с тачками за лямы баксов.
Но хотите, я вам убью все здравое восприятие этой песни, чтобы вы ее включали и больше никогда не смогли воспринять ее всерьез. Если не хотите, то перемотайте на тайм-код на экране, а если же вы осмелились посмотреть, то... в общем, для инструментала в этой песне была использована дрель. И сейчас вы это услышите. Я предупреждал вас, блядь. Эта песня является прекрасной реализацией шаблонов и клише в кей-попе. И как бы я не хотел ее не любить, потому что она очень неоригинальная, я не могу. Потому что она охуенная. Я не требую большой оригинальности и новаторства, я прошу просто охуенную музыку. И Нукигара и Зеро прям классные, и даже обидно, что вместо них клип получил какой-нибудь Mirror. Хотя есть еще две классные песни, которые клипы все-таки получили. И смотря на эти две песни, я могу прям, положа руку на сердце, сказать, что... А вот так, разные артисты с разными подходами и вполне себе разными навыками. Кто-то пытается писать как-то по-новому, иначе, кто-то пытается делать в своем стиле. И иногда это может вылиться в самые настоящие бенгеры. Знакомьтесь, Гига и Тедди Ллойд. Челы, которые на электронщине собаку разбираются в электронной музыке. За их спинами куча музыкальных проектов на десяток лет. Тедди Ллойд так и вовсе делал саундтреки для Трусской чулки. Достойно. Эти двое уже даже сами по себе понаделали немало годноты. И Ready Steady, да. Ready Steady — это сингл Гиги. Лучше он от этого не становится, ну да ладно. Раздельно они могут написать как нечто классное, так и несколько сомнительные вещи. Да, я ненавижу Ready Steady, блядь. Ну или вернее сказать, на любителя. На любителя вокалоидов в частности. Вы, конечно, извините, но я не любитель, когда мне по ушам пиарят током, поэтому не очень люблю вокалоидов. Но когда они пишут что-то вместе, и когда у них еще со стороны есть вокалист, то у них с куда большей вероятностью может получиться, как у нас в русских деревнях говорят, лютый бенгер. Вообще у них довольно интересная музыка для разбора. Ну, или мне так кажется на момент написания этой строчки, поэтому если вы вдруг захотите более подробного и аналитического разбора на этих двоих, хотите. Ну и так уже внезапно и очень удобно для темы моего ролика сложилось, что у них с Адо, ну, во-первых, ремиксы, но давайте не будем о грустном, а во-вторых, они писали музыку для двух ее синглов. И это лучшие треки в их карьере, одни из лучших треков в карьере Адо и одни из лучших электронных треков во всем мире. Я серьезно, лишь этим двум песням можно посвятить получасовые ролики с разбором всех деталей и мелочей в них, и почему они такие классные, и нет, я не собираюсь этого делать. Не в ближайшее время уж точно. Так или иначе, чем эти песни так выделяются на фоне всего остального? Да всем, блять! Они крепко взбиты самым разным инструменталом, меняющимся на протяжении всей песни. Динамика песни в инструментале и настроении просто пушка. Эти песни наводят на мысли об идеях и концептах, которые авторы, может, даже и не закладывали, по типу разного настроения, социального комментария, критики политики Америки. Но эти песни настолько пи***ты, что ты невольно в подобное веришь. Но давайте кратко. Во-первых, в Одо и Шоу есть вполне конкретные сеттинги. В Одо это сеттинг бокса или даже старых фильмов про бокс по типу Рокки. У Шоу же сеттинг внебрачный сын египетской и греческой мифологии. Ну или в Египте тоже есть свой Харон, я не уверен. Короче, стереотипичная средневосточная музыка. Одо от своего сеттинга несколько отступает и больше вдается в EDM, когда Шоу работает с сеттингом куда серьезнее. От клипа до саунда все стремится создать такой египетский вайб, как будто сам Тутанхамон танцевал под этот трек во имя богов и кошек. Динамика... Ну, вот пример с куплетом Одо. Начало куплета размеренное, наполнение упрощенное, Адо поет мелодичное, размашистое, выстраивая приятное, но довольно пафосное начало, придавая характер песни. И я вроде уже сказал все, что хотел, но мы уже затянули до второй строфы, так что ради красивого перехода немного затянем. Спустя 8 тактов песня перестраивается, композиция дополняется, Адо поет в четком ритме и в четком диапазоне. Но ближе к концу она соскальзывает с него и просто начинает читать рэп. Ну, знаете, Gangsta Shit 52. Ладно, извините. Потом все переходит в бридж, и вы, может, даже знаете, как на бриджах любят делать эпичный билдап и срать на дропе, ведь он буквально звучит как куплет. О, Unforgiven, как же ты удобно тут оказалась! Если не можешь делать припев эпичнее куплета, то нахуй делать билдап? Зачем выстраивать интригу, если дроп не стреляет?
А они на Одо выстрелили. И дроп выстрелил, как из корабельной пушки в мире кораблей, лучшем онлайн-симуляторе. Ладно, я шучу, за рекламу мне не платили. Да, это мог бы быть классный переход на саму песню, но я и проебал его ради шутки про рекламу. Ну, я надеюсь, вы посмеялись, иначе я за себя не отвечаю. С шоу прослеживаются похожие приколы, но в момент, где в Одо Адо начинает читать рэп, в шоу она напротив начала распеваться. Также вместо схожего с началом бриджа, билдап уже строится за счет упрощенной мелодии в начале и разгона по ходу. И опять же, кроме шуток, дроп мощнейший. И вышеописанным динамика не заканчивается. Во вторых куплетах идет прям разнос по динамике, инструменталу, настроению. И я очень хочу поговорить с вами про настроение в этих песнях, потому что оно есть. Оно прям обозначено. Ты слушаешь эти песни, и ты понимаешь те ощущения, которые в них закладывались. Даже на уровне базы. Дерзость и стычка, и веселье до упаду. Или лучше сказать, до смерти. Хотя нет, я знаю, как это будет смешнее. До смерти. Я почему на этом акцентирую внимание? Потому что сейчас EDM и эти подборки откровенного кала, ну, они вызывают вопросы. По типу, кто это говно вообще слушает и что он при этом испытывает. Потому что для меня это уже просто 10 и 20-кратно переваренный кал, который не способен вызывать никаких конкретных эмоций. Конечно же, у меня, я напоминаю вам, что это все субъективный бред автора. Ну, если вы вдруг забыли. А в этих двух песен я четко ощущаю не только эти две основы, но и несколько более глубокие и конкретные чувства. Да, это практически... Эти треки глубже, чем ты думаешь. 90% слушателей не поняли Адо, забытый шедевр UMG, философия смешариков. В общем, с шоу все достаточно просто. Это песня про веселье, и в ней выражаются разные формы этого самого веселья. Так, например, могут быть и отсылки на самые низменные желания человека, ну и более безумное веселье. Я бы даже сказал, безбашенное. С Одо же все обстоит поприкольнее. Поначалу звук такой дерзкий и самоуверенный, с настроем на победу, но во втором куплете это сменяется тревожностью, срывом и упадком. Сюжетный поворот. Женщина! И вот ты лежишь обессиленный. От встречи с женщиной. Ты лежишь побежденный на глазах публики под всеобщей овацией, ведь все рады видеть твое падение. Но ты поднимаешься. И назло всем ты продолжаешь свою борьбу. Все смеются с тебя. Но тебе сладчайше похуй. Похуй на проблемы, похуй на загоны, похуй на хейтеров. Сегодня мы в рот ебали это все. Сегодня мы веселимся, сегодня мы жжем. И нам на проблемы плевать. Подписчики говорят, Затуп, ты все это выдумал, в песне такого не подразумевалось, плевать. Зрители говорят, Затуп, этот прикол затянулся, пора его уже прекращать, я такой, да, пожалуйста. Как бы там ни было, это две очень классные песни. И все знают, что это классные песни. Ту же Одо в пачке с другими песнями Адо включали на волейбольном матче Японии на Олимпиаде. И Адо Став знают, что это классные песни. Ведь ту же шоу они начали жестко выдаивать. Блять, диск с 10 версиями, включающий оригинал, ремиксы, инструментал и акапелла, спидап и слоуд, бля. Я бы, конечно, сказал, что коммерция никогда не меняется, но это, по-моему, уже какой-то новый уровень маразма. Прикольно, наверное, продавать одну и ту же песню по нескольку раз. Наконец-то тот Говард добрался со своей стратегией до музыкантов. Слышь, купи шоу, блять. Но хей, зато к шоу теперь еще и новый клип сделали. Клип в городской стилистике, под египетские мотивы, без изменения композиции, без изменения текста. Хотя, чего это я волнуюсь за несоответствие сеттингу? Половина клипа — это ж буквально реюз старого клипа! Как ассетов, так и видеоряда. А то, что там новое, выполнено хуже старого. А старые клипы сам по себе не очень, но об этом мы поговорим позже. Ну и давайте сразу это затронем. Ремиксы песен Адо говно ебаное, не обсуждается, я даже не буду это аргументировать. Если вы считаете иначе, то вы не правы, и лучше вам переосмыслить свою жизнь, а то я не знаю, что вам еще нравится. Озвучка Танилибри, Клинок, Ремнант 2? Может, вы еще и не иронично копроф... Так или иначе, весь этот разговор был затеян, чтобы вы поняли.
У Адо есть одна песня, которая определенным образом очень сильно выделяется на фоне ее остальной музыки. Уникальная в своем роде песня, которая может вызвать у вас такую бурю эмоций, которую не вызывала даже Одо. Готовы? О, вы к этому не готовы. Итак, Fireworks. Уникальная в своем роде песня, одна из лучших песен, которую когда-либо... так, стоп. По-моему, я не ту песню включил. Сейчас, пару секунд. Ну, собственно, уникальная в своем роде песня. Можно даже ужаснуться, какими умами она была написана. Так, какого хуя? Это опять не та песня. Так, ребят, пардоньте. Так, это не то. Это тоже не то. Блять, а это вообще откуда? Это то? Это оно? Да, вроде оно. Да, вроде оно. Ну, в общем, чё, это самое, ну, великая песня, великий автор, великая вокалистка. Знаете, я не шутил, говоря, что это уникальная песня в своем роде. Потому что, чтобы Адо выдала подобный кал, это действительно уникальный случай. У меня в голове не укладывается. Я тут все распинался о том, какая охуенная музыка у нашей певицы, и тут вот такой вот перл, блять. И никого, ни Адо, ни ее команду, ни самого музыканта не смутило, что они написали бит для рекламы блядского интернет-магазина. Это NCS, но с авторскими правами, блять. Вы, может, до сих пор не верите, но я вас уверяю, это официальная песня. Она есть на канале Адо. Часть Кёгена, блять. Вы можете загуглить Addo Fireworks и найдете эту песню. Это не моя шиза. И это пиздец. Или это самый панковый панк-рок, который просто никто не выкупил, но я не склонен в это верить, честно говоря. И знаете, я тут забегу немного наперед. Ну, на пару часов, если честно. Вокал Адо вполне себе может быть моментом, который может сделать из средней песни классную песню. Но это тот случай, который доказывает, что ублюдский инструментал не вывезет даже самая талантливая в мире исполнительница. Некоторые вещи просто не работают. Так что давайте мы забудем об этой песне как о страшном сне и перейдем... кстати, у нас тут еще есть интересный экспонат — Кагакушу. И Кагакушу я нахожу концептуально интересной, но не с точки зрения исключительно электронной музыки, о которой мы сейчас говорим. Ведь сама эта песня для меня стоит на перепутье электронной музыки и рока. И вот до чего, а до рока у Адо докопаться непросто. Здесь даже не выйдет разделить по средний, хороший, божественный, ибо весь рок у Адо в той или иной степени хорош. Как говорится, не стоит осуждать человека за его вкус. Я чувствую какое-то противоречие в своих словах. Или мне кажется... Напишите в комментариях! У Адо плюс-минус 10 рок-композиций. И давайте я сразу обозначу свою классификацию рока, даже если она неправильная и не соответствует вашей классификации рока. Мне насрать. Для меня музыка, ключевую роль в которой занимают гитара, бас и ударники, считается роком. Ой, ну в Чоколад-Кадабра это тоже используется, поплачь об этом. И рок в японской музыке тоже отошел от западных стандартов. То есть, что такое рок в понимании обычного человека, слышавшего максимум пару песен Металлики и AC/DC? Это гаражная музыка от алкашей, которые не смогли реализовать себя в настоящей жизни, не имеющие ни музыкального образования, ни понятия о том, что такое настоящее искусство, пошутили и хватит. Это простая в исполнении и написании, часто репетативная композиция, без намеков на какую-то большую динамику, максимум там могут выдать какой-нибудь «Вау, нифига себе, какой крутой соло!» и, как правило, с очень бедной басовой линией. Это, конечно, разнится от группы к группе, но классические песни таким относительно грешны. Ну, то есть, что первым приходит на ум, когда речь идет о классике рока? Вряд ли там какой-нибудь Roundabout, обычно Thunderstruck, Master of Puppets, Smells Like Teen Spirits. Thunderstruck по большей части довольно цикличный, однообразно. Master of Puppets имеет пару моментов динамики, но по большей части инструментал идет очень стабильно. Песни Нирваны в своем исполнении крайне просты, скиллс не даст соврать. И так можно сказать про многие рок-песни. Плохие ли они? Ни в коем случае. Скучные ли они? Ну, кому как. Лично мне довольно-таки да, но также я понимаю, что в них есть такого крутого, за что они остаются классикой и любимы многими людьми. Начиная общим вайбом и драйвом, заканчивая отдельными элементами по типу вокала определенного исполнителя. Я могу понять и для себя объяснить, чем какие-нибудь рок-песни полюбились людям, ведь некоторые из них резонируют либо с моим текущим вкусом, либо со вкусами прошлого меня. Кроме разве что какого-нибудь Сакрамента от Хим, вот эту песню я до сих пор не понимаю. Что такое рок в плане современной попсы? Плаксивая хуйня про плаксивую жизнь. Максимум Нирвана. Что же такое рок в плане Японии? Это пиздец.
Я, конечно, показал вам один из сложнейших вариантов, но поверьте, средний уровень японского рокера заметно выше западного. Японский рок можно разделить на некоторое подобие западной классики, хотя даже в нем принципы и подходы заметно отличаются, и более модерновый и заметно более комплексный рок. Динамика возросла в разы, комплексность некоторых песен удивляет и завораживает, басу дали нормальную партию, да где такое видано? И драйвовость некоторых песен выходит просто на новый уровень с таким подходом. И вот как-то раз с парой моих знакомых гитаристов мы разбирали одну из не самых сложных джей-рок композиций. Все заключили один вывод. Это ах. Между прочим, челы способны сыграть соло из фриберда, это говорит о многом. Подробнее об этом расскажу в последующих видео, где буду рассматривать новые песни Кисоку. Почему только новые? Ну потому что старые я уже разбирал, и конечно же вы не видели этого ролика. И возвращаясь к Адо, у нее охуенный рок, и вы не имеете права считать иначе. У Адо великолепная музыка, и любой, кто говорит иначе, просто говноед, слушающий свой пердежный рэп про любовь и бабки, или что там слушают нормисы. Вы не можете иметь другого мнения об Адо. Я уже сказал вам ваше мнение, которому вы обязаны соответствовать. Вы должны любить Адо, вы должны превозносить Адо, вы должны поклоняться ей, как своей богине. Да что уж там, она и есть богиня. Если она продает диски, вы покупаете диски. Если она продает плюшевые игрушки, вы покупаете плюшевые игрушки. Если она начнет продавать воду в своей ванной, вы купите все до последнего экземпляра. Так что подписывайтесь на канал Кэпри Адо, ставьте лайки, напишите в комментариях письмо. Очень помогает продвижению. Работать одному над проектом мечты, без толкового фундамента и без толковых финансов довольно тяжко. Особенно, когда ты не можешь реализовать половину этого проекта в силу нехватки знаний и ресурсов. От стоящего за ним напряжения может ненароком поплыть кукуха. Скорее всего, Рокадо запомнится вам крутым, дерзким, кричащим, самоуверенным и просто-напросто драйвовым. Композиция треков пропитана крутизной и настойчивостью, пропитанная духом бунтарства и, вполне возможно, злобы. Будь то призыв выпустить злость и пойти к свободе, злоба на остаиреневшие общественные нормы и требования. Ну, тут песня буквально называется «Восстание». Восстание против чего разберетесь сами. Ашора-чан — быстрая, динамичная песня с плотной, но широкой мелодией и, ебать, трубой. Нихера себе. И некоторые люди, в основном преклонного возраста, называют рок музыкой ада. Иронично, не правда ли? Но эта песня настолько драйвовая, что даже дьявол охуел. Rebellion примерно такая же быстрая, но несколько менее динамичная, но дающая более сконцентрированное ощущение противостояния. Противостояние, что прослеживается сквозь всю песню от текста до инструментала. Противостояние двух крайностей отвержения обществом. Бэклайс уже куда размереннее этих двух, но все еще налегающая на крутизну и эдакое восстание. Вообще, вы могли бы заметить, как многие песни Адо пропитаны темой бунтарства, и это мы даже до самых бунтарских песен не дошли. Вообще, если подумать, Адо распространяет довольно экстремистские посылы. Так, ладно, это была просто шутка. Екатерина Мизулина, это была просто шутка. Это безобидные японские песни. Ну, как минимум эти песни безобидные. Все равно никто не знает японского. Я вас умоляю, не делайте херни хотя бы в отношении японской музыки. Прошу вас. К тому же ее музыка и так недоступна на территории РФ. Как бы там ни было, из этого немного выбивается уже Freedom, которая уже больше не про какую-то абстрактную борьбу, не про борьбу же. Так, ты и я объявляем войну. Да и твою мать. Ну да, еще одна моя борьба. Но. Это еще и песня про неуверенность в себе. А это, знаете ли, уже бочи дырок вайбы, а я в этом прохаван. Хотя композиционно эта песня похожа разве что на I Can't Sing a Love Song, и то лишь началом без гармонии. Короче, забудьте об этом, просто песня прикольная, крутая и вот это вот все. Хотя есть одна деталь, объединяющая ее с предыдущими двумя. И именно двумя, ибо Ашора-чан этой деталью не обладает. И это... странное желание японцев повышать последний припев на полтона. Натори этим грешит, в некоторых песнях Кисоку это прослеживается. Тоже как бы для динамики, но у них эта хрень прям популярна и, с вашего позволения, заезжена торговая марка. Ой, кто мог подумать, на момент создания этого ролика вышла новая рок-песня, а пока я закончу это видео, там выйдет еще одна песня, может еще что-то выйдет. Я просто не успеваю все покрывать, блин. И на самом деле я бы и эту скипнул, ибо повествование ее наличия кардинально не меняет, но есть с этой песней одно но. Ее... аранжировал Рицо, мать его, Мицуи, господь бог гитары, величайший гитарист современности в общем и моего сердца в частности.
В общем, он главный аранжировщик песен Кисоку, а я думаю, вы уже успели понять мое отношение к Кисоку. Он аранжирует им с самых первых песен. И видеть его в таком контексте, хотя раньше мне было нечего про него сказать, кроме того, что он аранжировал для Жгута, это... Действительно, парень поднялся. И его гитара все так же жжет. С другой же стороны, Рок-Адо может запомниться вам меланхоличным, душевным и чувственным. Эти песни уже отступают от дерзости и налегают уже на чувственность, торжественность, меланхолию, и никогда параллели с Тихоней еще не были настолько близки. И самой недооцененной песней в этом жанре по праву можно считать Hello Signalis. И на самом деле недооценена она по довольно простой причине. Она буквально длится меньше 2 минут. Плюсом к тому же это является рекламой для какого-то японского МТС. Подними глаза, здесь вон какое в небесах. Подними глаза, здесь толя отца. Достаточно веселая песня, но, к сожалению, обладает лишь одним куплетом и припевом. Канал Затопище, только самые актуальные новости в мире японской музыки. Куда интереснее песни будет Химавари. Помимо просто эмоциональных кайфов, песня в себе еще прекрасно смешивает принципы рока и оркестровой музыки, под конец намешивая еще каких-то джазовых приколов, но лишь в порядке мелкой детали. Песня о том, чтобы ценить близких и о хорошей женской дружбе, если вы понимаете, о чем я. Не, если верить источникам, то эта песня служила тематической песней к какому-то юрийному фильму или еще чему. Не, кроме шуток, любителям меланхоличного и размеренного эта песня может не иронично понравиться. Кокоро то иу нану фукакай. Господи, километровые названия и до Адо добрались. Удивительно, что клип не выполнен в жанре исекай. Ну, если Йорану Пьер был репрезентацией шаблона джей-попа со стороны Адо, то эта песня является репрезентацией шаблона джей-рока. Мелодичная песня быстрого темпа с мелодичными и конченными запилами, если честно, которые вы в другой раз можете и не расслышать, ибо порой гитары гейн выкручивается просто до минимума, и вы скорее бас услышите во всей этой композиции. И все это в большинстве своем в радостном настроении с нотками меланхолии. I'm Invincible вставить мем про Metal Gear Rising обязательно, уже куда более торжественная и радостная. Воодушевляющая песня, придающая сил для великих свершений, таких как подчинение мира великому божеству, запечатанному в этой планете. Ладно, мы повеселились, но теперь веселье заканчивается. Держите песню о самобичевании и попытках принять болезненное прошлое. Да, вот это она. Вот это Япония, которую я люблю. Однако, если в случае обычного джей-попа такие песни обладают сильно светлым и радостным звучанием, то здесь инструментал соответствует не самому солнечному настроению. Настроению болезненной жизни, в котором, тем не менее, есть место надежде. Ведь в конце концов песня повествует о преодолении боли прошлых ошибок. Ведь даже сквозь боль мы должны выйти в новый день. Неужели эта песня про завтра? Завтра наступило, мои чуваки. Песня не самая комплексная для своего жанра и потому дает простой и понятный звук. Песня даже ощущается несколько классической. Однако дьявол кроется в деталях, и я уже об этом рассказывал. Выебистая гитара, выебистый бас, барабанная партия сложнее обычной. Собственно, об этой песне я говорил, что это пиздец. А ведь это еще не самый пиздец в джей-роке. И даже не самый пиздец у Адо. Ведь у Адо есть... Ну ладно, такая характеристика будет большим преувеличением, но не часто можно услышать в поп-музыке, особенно от исполнителей поп-музыки, особенно от Утаиты, что-то настолько самобытное и, с позволения ценителей, панковское. Опять же, мировая поп-музыка не слишком богата подобной самобытностью. Вы услышите от какой-нибудь Тейлор Свифт какой-нибудь брейккор. И на самом деле, это самая дикая и безбашенная сольная песня Адо. Инструменты будто все под бустами и дисторшеном, в куплеты чего только не намешано, какое-то репение, трещание, оп, телефон, алло. Да еще и на клипе происходит какой-то психодел с фурями, и нет, я не буду пытаться анализировать этот клип на наличие смыслов. Как минимум не бесплатно. Все это вперемешку со спокойными и размеренными мотивами. Все кажется беспорядочным, грязным, но как таковой беспорядочности нет, а такой подход к звуку в рамках Адо ощущается свежо. Это такая, знаете, ёбка ушей экспириенс. И это хорошо подходит под кричащее настроение этой песни. Это придает ей нехилого шарма.
Речь, конечно, идет лишь об одной песне, тут уж надо поплакать. Но как там называется глава? Настоящий пиздец и просто интересная песня. И тут мы возвращаемся к Агакушу. Песня является интересным и вполне удачным, как по мне, сочетанием принципов рока и электронного инструментала. У песни хорошо получилась комплексная композиция с сильной динамикой. С пианино наконец-то не натворили кринжа. Оно звучит так, как по-хорошему должно звучать пианино в подобных песнях. Не выходя на первый план, где ему не место, а оставаясь аккомпанементом, подстроенным под главенствующий инструмент. Я ж, наверное, не пояснял за то, как используют пианино в джей-роке и почему его используют плохо. Ну и хер с ним. И опять же, что-то мне эта песня напоминает. Какую-то другую музыку. Ну вы не собираетесь меня отпускать, да? Да, интересно получается, что по мелодии и подходу я нахожу параллели с двумя самыми депрессивными треками Кисоку, при том, что ни у одной из этих песен она настроение не перенимает. По настроению она больше таинственно интригующая, навевающая настроениями высокотехнологичной антиутопии. Нетипичная и вполне красивая. Как и в электронщине, за большинством этих песен стоят немалоизвестные музыканты. Мисс Грин Эппл, Ваунди, Чинозу, Мафу-Мафу. Имена, которые так или иначе что-то щелкают у прожженного фаната японской музыки. Но если мне необходимо выделить имя более значимое для меня и для Адо, то это будет Джон Якитори. Для удобства просто Джон. В частности, известен за приколямбы с вокалоидами, но самыми известными его песнями являются фиты с Адо. Те самые Freedom, то самое нет. Именно фиты. Все то, о чем мы говорили, песни, написанные продюсерами, то песни ими написанные, но им не принадлежащие. Они считаются синглами Адо. У Адо были конкретно фиты. Причем не только после ее дебюта с Усева, но и до него. И кто бы мог подумать, там тоже будет много рока. Долгие годы назад, когда Адо еще не подписывала контракт с Дьяволом и еще не обладала нынешней славой, она все же не была абсолютно безызвестной, и некоторые композиторы даже примечали ее навыки и звали на свои песни. Ну и после дебюта фиты тоже были. В основном, вернее, в большинстве своем, это были рок-треки. В качестве исключения у нас есть Anemone, Stick Candy и Radio Noise. Причем 5 из 14 фитов сделаны с Джоном Якитори. Тот же Джон Якитори писал звук для Freedom. Сука, кто мне пишет, блядь, пока звук записываю? Какого... Знаешь, а ты ведь абсолютно прав. Адо важнее всего. Адо прежде всего. Ну так и что? Сколько там по итогу фитов? Ахуй. Итак, у Адо за всю ее карьеру было плюс-минус 30 фитов, что-то около. И это из тех, чье существование удалось подтвердить. Ну, просто для понимания, оригинальных песен у нее меньше 50. И знаете, мне про некоторые синглов сказать нечего, а в плане некоторых фитов, про некоторые из них я вообще ничего сказать не могу. Ну то есть вот она фитовала с совсем небольшими музыкантами, практически ноунеймами. Аяса? Ого. Во-первых, найти эти фиты будет то еще задачкой. Спасибо GHL за предоставленную информацию. Если бы не он, то вы бы слушали, что у Адо 14 фитов. Теперь вы знаете, что их больше. А во-вторых, описать их, кавер-дуэт на прикольную рок-песню, неплохой около-метал-дуэт, типикал аниме-опенинг с очень вялой попыткой в эксперимент, рок, но неинтересно, рок, но неинтересно. В этой песне Адо фальшивит, и я даже не знаю по чьей причине, своей или ебла, на который это сводил. И вот эти вот, пожалуйста, подальше. Да-да, я не хочу вас тут всех разбирать, уходите отсюда. Кроме тебя, о тебе мы еще поговорим. Так, ну и по сути... Нихуя не изменилось. Список песен, которые я хотел обсудить, почти не изменился. Хотя все же добавилось 2 песни, и давайте начнем с одной из них. И это одна из труднодоступных песен, ибо был альбом под названием «Далее», где 10 композиторов, каждый сделал по песне на тему болезни, но альбом был утерян. И лишь «Фактория» среди всех песен кое-как сохранилась на стороннем канале. И это жесткий монотонный рок вперемешку с электронными приколдесами. Мне особенно нравится в ней активный бас. こちらを見て
Shake It Now, давайте не будем углубляться, кто и чем будет Shake It. Это довольно нестандартная, как для J-Rock песня, ведь по духу она напоминает больше уже группы вроде Linkin Park, ну и каких-нибудь Evanescence. Адо в этой песне выступает вторым вокалистом, в отличие от большинства ее фитов, где она по сути на вокале просто, чтобы композиторы не давились вокалоидами. Здесь же она в полноценном дуэте. Саму песню можно описать как биполярка между пафосом и болью. Не знаю, задумывалось оно так или нет, но вот оно так звучит. Есть также песня Лавука, и она даже есть непосредственно на канале Адо, в отличие от других фитов, но с ней случилась страшная вещь. Это не рок. Ну то есть, как это Адо выступать не на рок-фитах, и они заслуживают внимания? А вот так, у нас тут, видите ли, свинг. Причем задорный такой, да так, что даже Адо уходит в более мудреный вокал для полного кайфа. И поверьте, это лучше слушать в версии Адо. Банально, она звучит живее. Окей, теперь мы возвращаемся к року. Биз. Челик, с которым у Адо было 2 фита, и один из них это «О, Миссинг, добрый вечер». Они не идентичны, но, скажем так, разделяют вайбы серости, мрачнухи и безумия. Но если Миссинг вдавался в более кричащее эмоциональное настроение, будто самому персонажу претит такая обстановка, то к токийскому каннибализму кукуха нашего персонажа уже поехала. Кстати говоря о Челике, он же писал Йору но Пьер. Да, я говорю эту шутку уже второй раз. И в контексте Биза я могу ее сказать еще раз 10 на. Я даже поначалу удивился, что автор такой песни сделал такую песню. Но потом услышал его второй фит с Адо и... Да, все резко стало на свои места. Схожести этих двух песен очень заметны по тональности и композиции, но они различаются по настроению и комплексности. Этот трек несколько меланхоличнее и притом более комплексный. Да, это уже само по себе странно, но чтобы вы понимали, она в целом пиздец загружена. Да, я хвалил песни за их комплексность, но я хвалил их там, где эта комплексность была к месту. Клубный танцевальный трек? Пожалуйста. Драйвовый рок? Не вопрос. Меланхоличный трек о проблемах в жизни нагружать свистоперделками? Вы, серьезно? Даже в Йору но Пьеро это не так выбивалось. Ну и наконец мы дошли до того, с кого этот разговор вообще начался. И да, это Джон. Да, это тот самый Джон Адо. Вы тут шутки шутите? Ну, ладно, я шучу. А у чела помимо продюсерских работ с Адо еще 5 фитов. Я даже не знаю, с какого бы начать. Здесь столько классных песен. Начнем с Шикабанезе. Трек с размеренным, но дерзким и пафосным звучанием, насыщающий вайбом ублюдства жизни. Ну, знаете, песня, когда ты слишком крут, чтобы плакать. Такой увесистый барный роцк, притом где-то наполовину состоящий из синтов. Да, Джон не брезгует синтезаторами. Чего еще ожидать этого колоть продюсера? Но у него синты очень даже жгут. Да не этот жгут! Схожими вайбами обладает песня It. Да и до поры до времени даже звучание похоже, но ближе к припеву установка «слишком крут, чтобы плакать» сменяется на «достаточно крут, чтобы не стыдиться своих чувств». Или, если проще... Faking of Comedy — это та песня, к которой вы уже начнете замечать некоторые паттерны. Faking of Comedy очень сильно своим началом напоминает Шикабанезе, но вследствие большего темпа создает иное ощущение. Да и разница между ними так или иначе есть, так что не будем тут. Песня ощущается куда веселее наших предыдущих экземпляров, хотя даже название говорит о том, что все не так однозначно. Наверняка текст там содержит не самые приятные смыслы, ну, вы же знаете, японцы. Веселейшие по звучанию песни повествуют о вещах, за которые монетку нахуй сносят. Так или иначе, тут снова прослеживается как сходство с остальными песнями Джона, так и различия между ними всеми. И схожие приемы в джей-попе со смещением тональности на припеве. Никогда такого не было, спасибо, наелся. Вы могли подумать из всего этого, что Джон не очень творчески развит, но я бы сказал иначе. Он просто имеет свой стиль и набор фишек, и даже в какой-нибудь Кисоку-лайк песне будет виден его почерк. И есть тот же Рассен, который имеет вполне принципиальные различия с последними 3 песнями. Тяжелый настрой, сгущенные тучи, песня, которая будет играть в каком-нибудь побоище при дожде.
Такой эпичный, тоскливый трек. Что-то, что вписалось бы в какую-нибудь серьезную серию игр. Там, Last of Us, ранние части колды, где сюжет не был шуткой. Якудзу. Да, Якудзу сильно серьезно не назовешь, но... Минутку, это и есть трек для Якудзу? Так, подождите. Реально, Адо на фите у Джона участвовала в открывающей песне для Lost Judgment. Для меня это на самом деле стало большим сюрпризом. Ну теперь как бы все, не может быть никаких сомнений, что Адо это самая базированная певица во всем мире. Человек, приложивший руку к Якудзе, не может быть другим. Даже если это Адольф Гитлер. Если серьезно, то песня получилась прям на славу. Драматичная, кричащая, лучшая версия Bring Me To Life. Осталось только вставить трек Idol от Йособи в концовку, и получится великолепная репрезентация всей серии Якудза. Песня Anti-System же опенингом ни для чего, конкретного и доступного не стала. И знаете, очень зря. Она звучит как охеренный опенинг. Возможно, я бы даже хотел, чтобы она стала им для предстоящего аниме Дни Сакамото. Да, это видео делалось настолько долго. Аниме-адаптация, кстати, хуйня. Возможно, об этом будет следующее видео. Anti-System сделана по подобию Freedom, но лично для меня является ее лучшей версией. Она более комплексная и динамичная, притом никуда не делся пафос Freedom и даже напротив приумножился. Хотя если Freedom отдавал именно свободой и уверенностью, то эта песня отдает беспокойством и нестабильностью, не в последнюю очередь за счет разнообразия обыгранных куплетов и... Опять тут смещение куплета по тональности... Но знаете, мне срать! Это звучит охуенно! Это самое охуенно сделанное смещение по тональности в припеве, которое я только слышал. Да, мне очень нравится эта песня. Я могу описать это чувство как желание создать аниме-студию, запилить аниме, в котором просто красиво пиздится, и поставить эту песню на опенинг. Вся композиция с динамикой инструментов, сэмплами, динамикой тональности, все это ебише заряжает. Причем взять какой-нибудь третий куплет, на его протяжении нас интригуют, прогревают как конкретных таких гоев, на ебейший такой переход, а потом... Затишье. Миг прозрения и размышлений о бытовом бытие и жизненной жизни. И потом на плюс тональности влетает чистейший ёб! Фул от Тенгу. И кайф ее состоит как раз в своей простоте. Мы до этого разобрали кучу сложных и нагруженных песен. И такое заставляет забыть о том, что есть и простые песни. И среди простых песен есть хорошие. И Full это хорошее напоминание о легких в игре и восприятии песнях. Хотя смотреть на классический рок, и эта песня покажется средней сложности, ее простота расслабляет. Как будто я даже не песню слушаю, а саундтрек. В целом, что еще сказать. Песня за их жизни, дабы разок от них отвлечься. Несложная, но интересная. Над головой танцует любовь от Maybe Forever Alone. Она наталкивала меня на множество рассуждений по разным поводам. Вы знаете каким поводом. Самоугрызения, сомнения и прочее. Она заставила меня задуматься о том, достаточно ли я вообще делаю для своего счастья, для своих целей, и не делаю ли я все это зазря. Она вызвала у меня ощущение тоски. Да и что уж сказать, вызывает до сих пор. И это тот самый момент, когда я, судя по переводу от JHL, спасибо ему за такое большое количество информации, я правильно уловил суть песни. Это как раз тот момент, когда музыка преодолевает языковой барьер, чтобы донести чувства до тех, кто не говорит на одном с тобой языке. Одна из высших точек искусства. Хотя, может, вы ничего такого не уловите в ней, и я просто вам тут сижу, рассказываю чушь, суть которой вам может быть не ясна до самого конца. Но если хоть кто-то из вас понял мои чувства и, возможно, даже испытал их сам, то значит все не зря. А я продолжаю работу. И на моменте, где мне стоило бы уже заканчивать этот парт, появляется это. Да, прикиньте, прикол. Вот просыпаюсь я одним утром, смотрю Reddit, чтобы полистать аниме IRL, и увидеть, что там, как всегда, нихуя не IRL, и вижу вот этот пост. В небольшом таком... Пошел перепроверять, ибо верилось с трудом, и оказалось, что действительно был фит с драконами. И это был фит-ремикс на песню Take Me To The Beach. Драконы выбрали песню, на которой они будут фитовать с другими исполнителями из других стран. Но, тем не менее, исполнителей юниверсаловских, а чё вы думали, как говорится. Ну и артистом от Японии вышла Адо.
И это на самом деле классный выбор, когда речь идет про исполнение под уже готовый инструментал. Ну, Аяса туда звать точно было бы тупо. И на самом деле, даже если речь идет не о самой большой хайповой песне, это все еще песня от сверхпопулярной на западе группы. И это может стать неплохим толчком в популярности. А значит, нужно себя классно презентовать. И возможно даже презентация стояла прежде какой-то аутентичности или хотя бы базовой уместности, ибо да, некоторые моменты как будто бы излишни от Адо в общей картине, но если рассматривать эту песню именно как презентацию Адо новым слушателям, то она выполняет эту задачу на 120%. Ну и, как я и сказал, это могло стать неплохим таким толчком по популярности. И цифры не дадут соврать, это стало неплохим таким толчком по популярности. Фит не только стал самым прослушиваемым среди всех фитов значительно, но еще и перегнал по прослушиваниям оригинал на всех площадках, светился как один из самых прослушиваемых треков Imagine. Плюс к тому же это один из самых прослушиваемых релизов самой Адо на данный момент. Так, ну а теперь, когда мы этот вопрос закрыли, я сказал, мы закончили! Можем возвращаться туда, куда уже приехали. Как и любой успешный музыкант, Адо сотрудничала с различными проектами. Правда, пока одни занимались рекламой казиков, букмекеров и, в лучшем случае, пельменей. Ой, ну хорошо. Еще они рекламировали War Thunder. Тем временем Адо участвовала в песнях для различных фильмов, сериалов, лайв-экшена по Кагуэ. Да, о таких вещах в приличном обществе лучше не вспоминать. Но я знаю, что вас здесь интересует в первую очередь, мои маленькие любители навернуть говнеца вечерком. Аниме. Аниме для пидоров. Аниме на сегодняшний день это мейнстрим. Куда больше мейнстрим, чем любые японские сериалы и фильмы, и где-то наравне с игровой индустрией. Но про Адо в игровой индустрии мы уже поговорили. Да, этим пока все ограничивается. И именно аниме является большой помощью японским музыкантам для выхода в мир. Независимо от того, популярное аниме или не очень, качественное оно или клинок. Да, не ролика без подношения клинка, ну вы меня знаете. И чтобы прийти к этому выводу, далеко ходить не нужно. Самая популярная песня Ива — опенинг Магички. Самая популярная песня Creepy-Nuts — опенинг Магии Мускул. Две самые популярные песни на YouTube-канале Юасоби и оба аниме-опенинги. Самая популярная песня Адо — Усава. Но на Spotify первой по популярности все-таки стоит New Genesis. Ну и давайте все же не будем отрицать, что именно One Piece подарил ей мировую славу. В общем, да, Адо всемирно известна, а значит была в аниме, но поговорим мы пока только об опенинге для Семьи Шпиона и песнях для One Piece Red. Потому что на момент написания сценария только для них Адо и пела. Да-да, взаимодействие Адо с аниме-индустрией удивительно небогатое. Я очень люблю напоминать вам о том, как долго я делал это видео. В общем, да, когда я занимался монтажом уже готового ролика, вышел эндинг для Бейблейда в исполнении Адо. Ну давайте будем честны, кому не похуй на этот Бейблейд, еба? А пока ограничимся одним треком и небольшим альбомом. Начнем тогда с опенинга ко второму сезону Семьи Шпиона. Будет ли Затуб делать обзор на Семью Шпиона? Да, будет. Если вам интересно, что я думаю об этом аниме, то оно мне не слишком импонирует. Потому что, лично я ожидал, что это будет шпионский экшен-боевик или хотя бы детектив с элементами повседневности. Но получилось ровно наоборот. Причем уже в первой половине первого сезона аниме начинает веять дебилизмом, и, судя по словам очевидцев, лучше становится дай боже. Какие-то серьезные вердикты я тут выдвигать не собираюсь, ибо дальше первой половины я не смотрел, да и боязно, что один кавказский ватник-релакант возьмет меня на удушающий и заставит работать в маппе на 3D ремейком Франкса. Так вот, Кура-Кура. Опенинг для второго сезона Семьи Семена. Если говорить о моем первом впечатлении, то я не оценил. В основном потому, что первый тизер создавал ощущение куда более интересной песни. Мне казалось, что концептуально вся песня будет завязана на такой таинственности и неоднозначности, и ожидал я впоследствии более интересную мелодию. В частности, после песен, которые я нахожу интересными. Мои ожидания не оправдались, и я не то чтобы прям был разочарован, но я ожидал большего, чем классический такой аниме-опенинг. Ожидания ожиданиями. Я смирился, забил на свои хотелки и прослушал песню непредвзято. В плане прослушал ее несколько десятков раз. Как оказалось, даже так это отличная и по-своему чарующая песня. И что мне кажется самым подходящим описанием для этой песни, так это торжественная. Не церемонясь, трек влетает с труб и одних из самых пиздатых по звучанию барабанов, которые я только слышал. После чего начинается стандартная по темпу и ритму мелодия с тем самым наэлектризованным вокалом «Да, я гений». Все это в стандартном ритме и в подаче, настолько принимающей все за должное, будто в ваших ушах играет не одна из самых разъебных композиций человечества, а вы просто гуляете по парку.
Затем идет нагнетание саспенса, нас разгоняют перед чем-то реально крутым, нас нагревают снова как конкретных таких гоев, и потом все затихает. Чтобы потом вскрикнуть! Эта песня очень хорошо играет со смежными эмоциями радости и восторга, подмешивая к этому нотку сомнений и рефлексий. И это звучит не как перегруженная мешанина, а как целостная логичная композиция с обыгрыванием каждой мелочи. Это великолепная песня сама по себе, но будто бы слабо стакается с самим аниме. Опять же, наверняка говорить не могу, аниме я не смотрел давно, но из того, что я слышал, каких-то громких разрывных событий под стать песни в нем не происходило давно. За то, что я смотрел, и это, наверное, самая тупая из моих подводок к разговору, так это One Piece Red. И он, откровенно говоря, был успешным. Еще фильм, добавляющий шанс экранного времени, не был успешным. Четвертое самое кассовое аниме за все время, самый кассовый фильм по One Piece за все время, бешеная популярность по всему миру, Эдит и Сутай, Газзек. Короче, успех ебейший там. Но что там по Адо? А для Адо этот фильм стал отличным ее популяризатором. Целый альбом для фильма в исполнении Адо, одни из самых известных и лучших песен принадлежат к нему. Ута голосом Адо становится самым любимым персонажем по всему миру. И все это благодаря проходному кинцу. Сам по себе фильм до ужаса дебильный, честно говоря. Дебильные сюжетные ходы с дебильными персонажами, дебильным главным героем и откровенной халтурой ради пары красивых моментов. Ну, как говорится, спасибо, что не канон, как и любой другой фильм по One Piece. В смысле, блять, канон? То есть, все это время суперизвестная певица, что популярнее Брука, о которой мы никогда ничего раньше не слышали, ну, существовала, и Мугивары вполне были в курсе, и даже больше. Они нашли время где-то между Тотландом и Вано, чтобы съездить на ее концерт. Да и не только они, как мы можем заметить, очень большое количество человек смогли приплыть в пизду нового мира на концерт. Концерт человека, больного шизофренией с бредовыми идеями о новой эре. Ну, ладно, не шизофренией, биполяркой. Причем биполяркой такой объясненной, вы охуете. Во всем виноваты грибы. Буквально, блядь. Биполярка становится почвой очень жиденького конфликта про то, что зачем жить в реальном мире, если есть мир иллюзий. И фильм склоняется в мораль, что настоящая жизнь куда важнее жизни иллюзорной, но подана она так ебано, что даже автор Клинка сказал бы: не, ну это хуйня какая-то. И самое уебанское во всей этой картинке, как вишенка на торте, Адо не озвучивает Уту. Ута поет голосом Адо, но говорит она совершенно другим голосом. И почему? Почему? Адо разве не обладает каким-то важным знанием или умением для озвучки? Типа, на озвучку и менее умелых людей берут, просто для полноты картины можно было бы как-то встроить ее голос, а по итогу за пределами фандаба Ута создает охуевший такой диссонанс, что на разговоре вы слышите типикал аниме голос, а на вокале уникальный в своем роде голос Адо. Это печально. Печально, да? Звонок из монтажки, так называемое. Да, я прочитал, что события One Piece Red могут быть не каноном. Ну, типа, Ута канон, а сам фильм и его события это не канон или могут быть не каноном, но... Ну, во-первых, это все еще для меня херня ебаная, потому что тогда у нас получается One Piece Red это частично канон. И даже если, ну, события не канон, то... А что тогда вообще Ута делает в истории One Piece, мне вот интересно. Тем более со своими песнями о новой эре, или типа песни тоже не канон. Ну, короче, странно это, очень странно. Ну и да, песня этого фильма это лучшая его часть. Правда, за пределами самого фильма, ибо в нем большая часть песен не проигрывается полностью. Хотя одна песня играется полностью и в целом задает фильму очень красивое начало. New Genesis. Красивейшее вокальное начало, задающее нотку меланхолии в композицию и втягивающее тебя в нее. Чтобы потом протрубить великое начало новой эры. Эры ретро-попа. Не сказать, что мне не нравится подобное упрощение мотива, да и не сказать, что песня прям не идет. Да и ничего против я сказать, честно говоря, не могу, просто такое вот примечание. Ритмичная, ненапряжная песня в стиле ретро с мягким вокалом на куплете, отдающая радостью и весельем, чтобы еще разок вскрикнуть на пропеве. Чтобы все прознали, чего нам стоит это веселье сквозь тяготы жизни. Ну и неудивительно, что именно с этой песни начинались все концерты мирового тура. Красивее начало еще попробуй поищи.
И в рамках достаточно неплохого и в целом многообещающего начала фильма, эта песня вызывает неподдельную радость. Продолжает этот концерт песня I'm Invincible, а за ней пойдет Backlines, и вроде я уже о них и рассказал, но вроде и не рассказал. В основном потому, что все самое интересное в этих песнях скрыто за первым куплетом. Ну то есть ровно после того момента, как они заканчиваются в самом фильме, блядь. Основная мелодия задает радостное и воодушевляющее настроение, но определенные элементы по типу переменных барабанов ближе к концу, смены тонов во втором куплете и самого очевидного шакальных барабанов, что играют всю песню, навевают смуту на эту песню. А при учете контекста фильма можно в целом придумать такую интерпретацию, что это и есть тот самый окончательный поворот не туда, что только не подкрепляется следующим треком. Хотя это в целом зависит от вашего собственного СПГС. Хотя при должном уровне СПГС мы можем прийти к выводу о том, что этот фильм задумка АДО, чтобы сделать предложение о женитьбе, разумеется, мне, а то и вовсе увидеть в нем фашистские высказывания, так что лишний раз сову предлагаю оставить в покое, да и глобус пачкать особо не хочется. Но все-таки сквозь весь альбом так или иначе можно прийти к определенной нарративной линии, которая даже будет иметь смысл. И я имею в виду не сюжет самого фильма, а вещи, которые могли произойти с Утой еще до его событий. По крайней мере, я в это верю, и потому постараюсь вам подобную линию дать. Да, вы не поняли One Piece Red Uta Songs, блядь. New Genesis. Зарождение идеи о новом мире и спасение людей от бренности бытия, нищеты, нападок пиратов. Так, ну про мать было лишним. I'm Invincible. Вера не только в как таковую физическую неуязвимость, но и непоколебимость идеи. И одновременно с тем уже прослеживаются некоторые психологические отклонения из-за грибов. Хочу звучать высокомерно. Я просто объясняю, что это водораздел. Да? Трипованные, особенно гигадозами, смотрят на нетрипованных, как зрячие на слепых. Отклонения не особо критичны на данный момент, но на дистанции определенно приведущие к одному месту. Ну а Backlines, в свою очередь, здесь представляет, ну, практически то же, что и в аниме. Ответная реакция на препятствия идеи и побуждение к борьбе с несогласными противниками, подавить нахуй всю оппозицию. Ну и в общем, да, уже здесь идея о лучшем мире для всех принимает несколько радикальный окрас. Следом за этим идет, скажем так, громкая и нестандартная песня, кто понял, тот понял, в стиле необычном не только для Уты, но и для самой АДО. Ведь это рэп. И тут я хотел бы еще высказать отдельный почет японскому рэпу, который за немногочисленные, но относительно популярные треки и группы создал ощущение, что над ним реально стараются. И, во-первых, оказывается, что можно не строить весь трек на одном единственном и очень-при-очень ебаном паттерне и добавлять разнообразие хотя бы на припеве. Что уж говорить, некоторым рэп-битам в японских треках по комплексности позавидует большее количество западных поп-битов. Ну, типа, знаете, люди там прорабатывают звук, чтобы песня звучала либо интересно, либо весело, продумывают там какие-то художественные образы, разговаривают на самые разные темы, и я не только про японцев. Ну, тупые, ну, просто дегрычи с нулевым IQ. Зачем так заебываться, когда можно просто... Ладно, мы отвлеклись. В общем, Fleeting Lullaby — это первое полноценное рэп-исполнение от АДО. До этого рэп проскакивал лишь в качестве эпизодических моментов в иных песнях по типу половины второго куплета в Ашурачан. А тут рэп идет весь трек. Мелодичный, но все же рэп, который как минимум играет на контрасте с предыдущими песнями. Это, я считаю, олицетворение того, что Ута уже не просто горит своей идеей и даже не одержима ей, а уже натурально едет кукухой под воздействием ситуации и возможностей, приходя к ужасным решениям. Этот нарратив как минимум резонирует с клипом, в котором с Утой разговаривает Утанега, попутно склоняя ее ко всяким шалостям, ну знаете, битсили. What did I do? I'm a scorpion. Она насильно засунула кучу людей в мир иллюзий. И апофеозом всего — критическая точка истории, полное отчаяние и приход к крайней мере. Шаг в бездну. Тот мюзика. Скорее всего, момент фильма с этой песней — это тот самый момент, когда многие заинтересовались певицей, стоящей за песнями в фильме. С первых же секунд, с первых криков эта песня вводит тебя в напряжение. Ставки на пределе. Это больше не ритмичные забавные песни, теперь ритм здесь создается огромными бочками, а мелодия — голосом из бездны. Сильным, но отчаянным голосом, берущимся за последние нити, что помогут достичь цели. Голос, берущийся за последние возможности закричать вновь.
Вот знаете, вы могли сомневаться там раньше, у вас могли проскакивать сомнения по ходу фильма, но у вас просто-напросто не укладывалось такое в голове. Но после этой песни не может оставаться никаких сомнений. Это абсолютное, блять, кино. Дисней упивается слюнями, клепая никому не нужную безыдейную срань, не способную вызвать ничего, потому что это просто жвачная залупа. И да ладно, я рофлю, я мультфильмы Диснея 100 лет не смотрел. Ну и потом там происходит жесточайший махач против большого и толстого клоуна. Блять. ББ. Ну и потом... Все, порвало меня. Ну и потом там происходит жесточайший махач против большого и толстого клоуна. Но на нее песни нет, да, поэтому я поставил песню, скажем так, от себя. Музыка для драки с братом. 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 Ну уже поздно. Два мира слились воедино. У меня уже закончились идеи для нагона драмы. Короче, все дошло до такого ужаса, что только Ута способна все исправить. Да и в конце концов, кому исправлять, как не ей? Из последних сил Ута воспевает песню своему катарсису, возвращая души людей обратно в их мир. Ведь мир иллюзий не подарит тебе настоящего счастья. Да и нет счастья в мире, в котором нет бед и страданий. И нет мира, где каждый будет счастлив, как бы ты этого не хотел. Потому, с тоской в голосе, Ута возвращает людей в мир, где ее песни вызывают неподдельную радость. В мир, в котором сама радость имеет ценность. Потому что мир должен возыметь продолжение. Ну и под титры нам завезли мощную завершающую композицию, на которой ниндзя дорезают последний лук. И песня всем своим звучанием говорит, что мы пережили поистине большое приключение, которое, тем не менее, подошло к концу. И пускай грустно, что сносные вещи заканчиваются, но это не конец всего. В конце концов, конец одного — это лишь начало иного. И это еще далеко не последнее приключение Мугивар, других пиратов и дозорных в мире Ван Писа, с которым нам предстоит попрощаться еще очень нескоро. Все, выключаем. И лишь одна песня из альбома не игралась в фильме. Не такая значимая песня для простых обывателей, но песня, способная вызвать теплые чувства у давних фанатов One Piece. Кавер это до на Саке Бинкса. И я просто оставлю вас с этой информацией, но скажу, что лично я оценил исполнение. Да, в общем-то, исполнение всего альбома на высоте. Музыку пишут, конечно, люди, специализированные на том или ином жанре. Fleeting Lullaby писала рэп-группа Fake Type, рок-песни писали Miss Green Apple и Ваунди. Никого на оставшихся песнях я не знаю, не мне их представлять. Что важнее здесь, так это великолепное исполнение самой Адо. При всем разнообразии стилей песен альбома, Адо прекрасно вписывается в каждую из них. В радостную, печальную, пафосную, яростную. Причем вписывается не просто хорошо, но лучше, чем кто-либо другой. Ведь именно это привлекает в Адо. Да, вы все правильно поняли. Мы наконец-то начинаем разговаривать о клипах. О да, клипы тоже важная часть в карьере музыканта. Клипы это ж как кино. Кино у нас где крутят? В кинотеатрах. В кинотеатрах, кстати, крутили One Piece Red, в котором была Ута, а песни Уты пела Адо. А значит, Адо была в кино. Доказано! Адо это абсолют синема. Синема, кино. В кино крутили фильм про Моисея, значит, религия это кино. Адо кино. Адо религия. Доказано. Адо богиня, благословившая этот прекрасный мир своим голосом. Адо единственная верная богиня, единственная верная религия. Адо владеет этим миром. Что за хуй? С превеликим прискорбием стоит заметить, что Адо — это не ив, чьи клипы за 3-4 минуты дают перекурить большинство аниме и в сторителлинге и в анимации. И даже не произведения Mimicry Team. Как таковые, клипы Адо преследуют цели, далекие от больших художественных. Дать песне определенный образ и просто сделать персонажа для мерча. Нет, некоторые клипы тоже как будто пытаются строить какую-то историю, но в большинстве своем это либо какая-то простая история, не вызывающая большого интереса и вопросов, либо история, не дающая достаточно контекста для понимания или стоящей внимания интерпретации. И контекст я имею в виду именно визуальный. Был, конечно, один клип, который пытался, его даже анимировали сами триггеры. И клип прям под стать песне.
Динамика убита нахуй. Чисто в припеве уже не смогли выдержать единство композиции. То у нас все драматично, эпично и, так сказать, с тряской, и ровно по соседству. Спокойно, размеренно, даже как-то блекло. И тряска прекращена. Да и сюжет, ну прям в стиле Триггера, ну... Опять сила любви спасает главного героя. Все друг с другом дружатся и сливаются в единого хуйзорда. Конфликта нахуй нет. О, я же еще про реюзы не рассказывал. Да вы шо? Это ученая в говне моченая, спуженная избиенная ведьма, реюзнутая из Академии ведьмочек. Ведь вы же уже делали сериал про ведьм, вам нельзя больше делать сериал про ведьм. А главная героиня, ну вылитый камена. Если всех главных героев из триггеров поставить рядом, то сходство вообще очевиднейшее. А это что у нас? Это Евангелион? Я не шизоид, ладно, блядь, триггеры опять реюзают и пиздят. Блогеру за тупище. Кто это? Ладно, потом. Еще в миссинг что-то пытались, но сама анимация вышла достаточно рваной, а сам клип дает нам слишком мало контекста. И я не говорю, что каждый клип Адо обязан быть с детализацией уровня инсомнии, ни в коем случае. Любые клипы в целом нечестно сравнивать с клипами Ива, ибо вполне вероятно он держит аниматоров под дулом пистолета, но Адо с клипами есть и иные проблемы, как со старыми, так и с новыми. Сначала подкину доебов с технической части. Так вот, почему половина клипов Адо это статичные PNG-шки, которым пытаются придать движение очень дешевыми способами. Типа вот всякими свистоперделками создается видимость динамики, там блестяшки, текст, монтажные склейки, как в индийских фильмах. Ну или в роликах с монтажом для умственно отсталых, ну, которые я делаю, знаете. И на контрасте персонаж стоит. Возможно, немного там подергивается, но иногда даже не в такт музыки. В том же Оду главная героиня анимирована до ужаса минимально, как для такой драйвовой песни. Хотя даже невзирая на нее, в клипе почти ничего не происходит. Кура-кура такой подход вызывает диссонанс, когда на припеве 2D девочка, которая не анимирована, а по сути просто скользит по полу, убегает, в очень жирных кавычках убегает, от 3D динозавров, которые, сука, анимированы. Если это не репрезентация фанатов гачи-игр, которые буквально гоняются за PNG-шками, то я не знаю, что это. Мы смотрим на похождение нового героя Zenless Zone Zero, за рекламу которой мне, кстати, тоже не заплатили, а зря, упускаете большую выгоду. Еще эта хуйня проступает на определенных клипах к альбому на One Piece Red, где анимацию как бы уже завезли, и иногда даже не просто костную, но... Одну половину мы санимируем, а другую опять PNG-шки двигать будем. Причем доходит до смешного. Вот Ута танцует, смена кадра, и она просто в своей дефолтной позе, блять. Хоть не в той позе, и на том спасибо. И вроде бы есть пример неплохого развлекательного клипа. Шоу, в котором вроде как реально запарились над режиссурой, и персонажи в нем даже не выглядят как безжизненные. Ну, поняли, безжизненные, они типа все в загробном мире. Эти PNG-шки будут поживее некоторых живых. Но с этим клипом возникает немного иная проблема. А именно, недостаток одной важной вещи. Предупреждение для людей с эпилепсией. Я хочу немного подискутировать с человеком, который отвечал за режиссуру текста в этом клипе, потому что этот ёбаный текст сделанный будто специально для людей с так называемым short attention span, для потребителей блядских тиктоков и шортов, у которых если хотя бы на миллисекунду хуйня не дергается, как эпилептик, посмотревший этот клип, то эта хуйня и не стоит моего кратковременного внимания. Я знаю, что этой хуйни не существует, это шутка, рофлс. И я об этом говорю не столько как о детали, убивающей весь клип, сколько как о ложке дегтя в бочке меда. Клип-то хороший, но он меня будто за дегенерата держит. Я понимаю идею в отрывной динамичности, но это можно было бы сделать и повдумчивее. И именно вдумчивости некоторым клипам и не хватает. Freedom и Mirror одного поля ягоды. Хотя, может, это слишком незаслуженное сравнение для Freedom, там-то хотя бы клип показывал динамику главной героини и интересно использовал стилистику комиксов. Хотя и Freedom уступает Mirror в одной вещи. В Mirror была четкая, ясная цель текстур, стилистика клуба и танцпола. Какая цель была у текстур во Freedom? Блять, что демонстрирует эта желтуха? Пробитый унитаз? Ну и в чем они, собственно, похожи, так это нагруженностью эффектами. Эффектами бессмысленными и беспощадными. И это печально. Мне это печально. Я не хочу, чтобы клипы Адо представляли собой бестолковые заглушки, лишь бы была картинка. И не надо мне рассказывать, что ну вон у Натори вообще одна картинка на песню зачастую. Песни вокалоидов толковых клипов не получают. Ребят, где они, а где Адо? Вы, может, еще с Милли ее сравните? Хотя, что смешно, на момент написания сценария у Натори уже вышел второй подряд клип. Полноценный. Там прям все анимировано. Есть движение, покрас. Адо уже давно не просто подающий надежды артист, она на равных с Ивом и Йоасоби.
И да, может я что-то не понимаю в индустрии. Может Адо, ее команда и сами UMG не обладают теми же связями, какими обладает EVE. Может проект EVE и вовсе убыточный, и те же UMG не хотят так сильно на нее тратиться. Может она не приносит денег на свою популярность, может ей не хватает работы с аниме-индустрией, я не знаю. Но я правда хочу, чтобы новый клип у Адо был, если не чем-то разрывным, то хотя бы приятным дополнением к песне. И для этого даже не обязательно вбухивать какие-то огромные затраты. Опять же, говоря об Иве, я знаю, вы, может, уже устали от этого сравнения, но все-таки глупо отрицать, насколько хороши клипы к его песням. Каждый его клип — это как минимум интересное зрелище, а как минимум материал на часы разбора. Люди несколько месяцев ждали клип на Инсомнию, и от лица фанатов Ива скажу, что оно того охуеть как стоило. Клип имеет интересную базовую информацию, великолепно построен в деталях, дает огромное пространство для поиска смыслов и интерпретаций. На один этот клип у меня найдется больше слов, чем на все клипы альбома по One Piece. И видно, что это прям дорогущий клип. Опять же, кто знает, на какие траты уходит Ив для их создания, но при всем при этом, мой любимый момент во всем клипе, это не один из припевов или бриджей с детализированной анимацией, а относительно простой момент, где герой на закупах представляет себе, как он убивает посетителя, и короткое, но стремительное слайд-шоу, где его вяжут, его показывают по новостям, это все в такт с ударниками, и потом возврат в реальность. Момент, по сути, не затратней, а то и в разы дешевле, чем такой же отрезок клипа где-нибудь у припева. Но этого более чем достаточно, чтобы в полной мере продемонстрировать ощущения главного героя. Этот момент охуенен именно потому, что имел в себе четкую художественную мысль. И это самое главное. Пока у клипа есть какая-то творческая задумка, то есть с небольшими бюджетами и даже порой чисто своими руками можно сделать интересную или хотя бы приятную для просмотра картинку. И я знаю, что у Риги клипы — это основная деятельность, отстаньте, пожалуйста. А что? Адо? На самом деле все не так уж и плохо. Да, я тут выстраивал повествование так, будто у Адо вообще нормальных клипов нет. Ну, наебал, поплачьте об этом, я не знаю. У Адо вполне есть некоторое количество неплохих клипов, достойных внимания. Причем даже не единичные. Например, та же «Малоподвижность» хорошо работает со спокойными песнями, как та же «Химавари». Также мне нравится клип на All Night Radio, который помимо достаточного движения и покраса еще имеет в себе настоящую креативность, показывая самые разные стили картинки, создавая по-настоящему завораживающее изображение без ненужных деталей. И на самом деле видно, что над этим клипом действительно работало много человек. У Value интересный клип с мрачноватой стилистикой, перемешивающий в себе блеклый рисунок и реалистичные текстуры. И даже вечно скачущий текст не слишком выбивается из всего клипа. Но что еще важно, так это то, что этот клип содержит в себе полноценную историю, ни хера себе. Что-то, что действительно интересно обсудить в клипе. На Rebellion классный клип повествующий, ой, ну ладно, я дам вам свою интерпретацию клипа. История о течении времени и существовании в нем человека. Мне лично не так интересно давать какую-то интерпретацию этому клипу. На Rebellion классный клип, повествующий более-менее понятный рассказ и с достаточно неплохой, я бы даже сказал, ретровенькой анимацией. Как говорили старики, такие аниме уже не делают. У Рули хороший клип с достаточным количеством движений, выдержанным стилем и понятной мыслью. Последние 4 клипа для One Piece Red созданы вполне на ура. Я хочу сказать, что у Адо вполне есть зрелищные клипы, вот только не получается загадывать заранее, если клип выйдет таковым. И даже то, какая песня из себя, не дает ни малейшего понимания, каким выйдет клип. Может повести, и мы можем получить хороший клип. Может вообще не повести, и мы получим либо средний, либо вообще ни о чем. И в совсем редкие, как выпадение шестизвездочного оперативника и приход Вергилия на помощь моменты, мы можем получить нечто действительно великолепное. Что-то прекрасное в своей идее и реализации. I'm a Controversy. И множество вещей делают этот клип именно что великолепным. Стилистика, направленная на отражение конкретной мысли, большое обилие используемых изображений, прекрасный юмор, созданный на репрезентацию... Ой, да ладно, кому я это все рассказываю? Этот клип охуеннейший сборник мемов. Мемов вот прям таких memes, some fucking good memes. Have you ever played in hit mobile game Among Us? Английский уровня пиздец. Hello everyone, it's Roxanne, Zato1 here, and today I'm gonna talk about my favorite Chinese K-pop musician, guy from Fortnite. Ado, by the form of writing, is obviously an acronym. Unfortunately, I don't know what it means, but I can say for sure, she's adorable.
And she obviously makes music better than Flickwood, and it's not even her best achievement. I mean, even I can do better music. I'm a controversy. I made some really controversial decisions back in Donbass. Oh wait, it's the name of the song. Yeah, can you just forget what I said? Actually, I really like this song because it sings about my favorite character in fiction, myself. Guys, she's just like me for real. So in this episode of Life of Hitoru Gojo, we have alcoholic behaviors, an attempt to escape from God's punishment, financial difficulties, it's like one of my Japanese animes, and also it's a song with good relatable lyrics. Ah yes, those are truly the words. And also we can learn a lot from the video itself. Our protagonist Ryan Gosling is going through hatred and rejection from society, which also implies murder attempt. It's just so damn relatable. This song is about expectations of the other and how meeting them can influence your life. And this video shows how destructive this can be, especially in the early stages of life. Боль, тревога, тоска. And what you can learn from this song is to not give a single shit. Like really, don't listen to anybody. You are base, you can do whatever you want. You can do those tax evasions. You can never meet everybody's expectations. You can't please everybody, and that's fine. You shouldn't please everybody in this world. You can do better for yourself, and you will live better if you would live for yourself. And that is what the I'm a controversy about. Or I just made it the fuck up. Я познакомился с Эдо во времена создания вот этих двух роликов. Я пропускал через себя не только песни Кисоку, но и различные джей-рок и джей-поп песни. И в частности, благодаря этому я узнал об Эдо поначалу и полноценно заинтересовался ей впоследствии. И видит бог, я так долго делал этот ролик, что уже тупо не помню, как конкретно произошел мой переход из просто что-то о ней слышал в полноценного ее фаната. Я не могу в точности сказать, какие песни я для себя обнаружил особо интересными, а какие распробовал не сразу. Хотя одну деталь всего этого я могу отметить. Вот эту вырезку с радиопередачи. Это было очаровательно. Это ощущалось так искренне, так легко и непринужденно, так просто и без подтекстов. Не скажу, что это стало роковым моментом в создании разбора, но определенно одним из ключевых. Он определенно склонил меня к тому, чтобы я начал активнее слушать ее музыку, разбираться в ее истории, да и в принципе рассматривать ее не только как артиста, но и как личность. Ну и это вот видео, которое вы сейчас смотрите, объединяет с этими двумя не только мою любовь к японской музыке, но и то, что и эти два ролика, да и этот туда же, было невыносимо делать. Знали б вы мои амбиции на каждый из этих роликов. Знали б вы, сколько я упразднил, чтобы эти ролики просто смогли выйти. Навыков, средств, людей мне на мои идеи не хватало и не хватает. Что-то я могу сделать и один, но не что-то, что можно было бы назвать по-настоящему значимым, что уж говорить о каком-то величии. Чтобы сделать что-то великое, потрясающее или просто впечатляющее, многим нужны люди, кроме них самих. Чтобы создать нечто грандиозное, требуется коллективный труд множества специалистов своих областей. Чтобы сделать нечто легендарное, требуется кропотливая работа лучших из лучших, напитанных идей о высоком и великом, трудящихся по 18 часов в день за пару банок светлого нефильтрованного. Чтобы сделать хорошую песню, нужны навыки написать ее, аранжировка, аранжировщики и голос. Вы могли заметить на протяжении ролика одну тревожащую деталь. Эдо не пишет свои песни. Возможно, для вас это проблема и повод плюнуть на эту артистку. Это можно даже понять. Да, у нас есть музыканты, которые могут и написать песню сами, и исполнить ее сами. Есть Ив, который даже без Номы способен на сложную аранжировку. Есть Натори, который сам себе пишет и аранжирует все сольники. А есть Эдо, которая поет. Есть много музыкантов, пишущих действительно интересные песни и способные сами их исполнить. А есть Эдо, которая поет.
Есть много исполнителей, которые просто поют, и немалая их часть не заслуживает и талики того внимания, что я уделяю Адо. А есть Адо, которая тоже поет. Но поет она, как не поет никто другой. Вокал Адо — это неиронично геймченджер. Половина крутости ее песен состоит в ее вокале. Те песни, которые я описал как средние, вполне могут быть для вас спасены именно благодаря ее вокалу. На фоне вышеописанных музыкантов она вокалом именно выделяется. Они и множество других певцов в своем вокале не делают что-то сверх того, что может стандартный вокалист. А некоторые того хуже. Я про себя, конечно же. Крит, иди нахуй. А Адо — это не просто певица, которая выделяется на фоне певцов, и даже не какой-то фишкой или, как я люблю говорить, гиммиком. Она без преувеличения демонстрирует один из лучших вокалов в мире. Как живых, так и мертвых. Подожди, рано еще. Интригу нужно потянуть немного подольше. И чтобы в этом удостовериться, нам стоит разобрать ее вокал глубже. Так сказать, залезть ей в голову. Так, ладно, это даже для меня перебор. И прежде всего я хочу отметить важную вещь. Я не специалист по вокалу, я не учитель, куратор или продюсер, и даже не певец профессионально. Музыкальное образование у меня, конечно, есть, среднее, по специальности флейтиста. Короче, инфу я брал из сторонних источников по типу вот этого вот прикольного видео. Ссылку на него оставлю в описании, гугление терминологии и реакции от инструкторов вокала, которые действительно пытаются что-то разъяснять, а не набирать просмотры за счет громкого титула, за которым не стоит ничего. Да-да, не удивляйтесь, такое тоже существует. Могу ли я ошибаться? Да. Могу ли я использовать неправильные термины? Вполне. Можно ли мне указывать на ошибки? Конечно. А хотя нет, стоп, вот давайте я сейчас дисклеймер поставлю, и все. У вас больше не может быть никаких претензий, потому что дисклеймер обнуляет всю вашу критику. Ну, вы знаете, это именно так работает. Все, о чем я вас попрошу, это немного понимания и снисходительности в этом плане. Я лишь маленький ютубер, нацеленный на развлечение микрочеликов, и все тонкости мне неизвестны. Не, ну если сильно похуесосить хочется, ради бога, мешать не стану. Начнем с вещи, которые уже по природе выделяют голос Адо на фоне остальных женщин, а то и мужчин. И это от природы низкий голос. Даже не по меркам аниме, по меркам нормальных женских голосов она говорит достаточно низко, и с этой завораживающей хрипотцой, чье величие не все поймут. Конечно, она говорит и на более высоких тонах для подчеркивания эмоциональности, но и я могу говорить таким спокойным, размеренным голосом. Не все оценили. Тонкая материя, между прочим. 前からやったことないお姉ちゃんにさ、なんでエンダーバン怖いのって。エンダーバンの何が嫌なのって言われて。え? I realized something. I was like, even in the morning time, why does my voice sound so like, how do I say? Like mid-tone? It's interesting because I feel like when I got into Holo, I felt like I was supposed to be lower voice, etc. Because nobody else really had like much of a lower voice than me. В чем отличие ребенка от температуры? Ребенка легче сбить. Я сосала до 5 лет. 最近メガネを変えたんですけど、前かけてたメガネが中学2、3年生の時に作ったメガネとかで、度が全然違くて、変えなきゃって思いながら。皆様こんばんは、アドです。本日、私アド20歳の誕生日を迎えました。今年の4月から18歳以上が成人にはなりましたが、やっぱり私にとって20歳になるということはすごく特別で、まだ実感はありませんが。Причем это не лишило ее возможности развивать ее вокал на более высокие ноты, что позволило ей достичь внушительного диапазона. А именно диапазона в 4 октавы и 3 полутона. То есть по диапазону она уже стоит на одном уровне с Фредди Меркьюри. Это, конечно, не самый обширный диапазон, люди бывает и по 7 октав поют, но это и не единственная вещь, которую можно развивать и использовать в вокале. Например, вокальную динамику, то бишь способность менять высоту тона, громкость, темп, короче, все то, что динамика подразумевает, но в аспектах голоса. Ведь, опять же, динамика делает музыку интереснее. Еще интереснее она становится на обширных голосовых диапазонах, когда вокалист скачет от высоких нот к низким и наоборот. Ну и я не знаю, стоит ли это уточнять, но на всякий случай скажу, да, вам нужно уметь попадать в ноты.
Мало ли кому-то это из вас не очевидно. Что еще Адо может? Разного рода вокальные техники. В принципе, тут не так много описываю. Ох, и твою мать. Ну, давайте я просто перечислю, на монтаже определений понатыкаю, а детально будем разгонять уже в разборе пения. Слайд, скачок, фальцет, вибрато, пение с придыханием. Я надеюсь, именно здесь это и подразумевается, но могу ошибаться. Флип, крекинг, ингалата, бэтлинг. Я не знаю русского перевода этих слов, окей? Ну и, конечно же, различные формы расщепления голоса. Гроул, фрай, рашпиль, скрим. Адо их обожает, и мы обожаем ее за это. Ибо используются все эти техники очень часто. Не чисто постфактум на концертах при исполнении конкретных песен, а вполне регулярно в новых песнях и каверах. Лаву Ка поется с постоянным применением ингалаты шоу, и Одо постоянно использует скачки, слайды и флипы. Во многих песнях Адо поет фальцетом и так далее. Все это используется в нужных моментах, в нужных песнях. И даже если все эти термины ни о чем не говорят, в музыке вы не разбираетесь, то не беспокойтесь. Ведь так или иначе это влияет на песню, на эмоции, которые она передает в той мере, в которой даже вы это почувствуете. Ибо если Адо во что и умеет, так это в особо эмоциональный окрас песни. Можно даже сказать, что она натурально переживает свои песни. Дебют Адо был не только удивительно громким, но и достаточно показательным с точки зрения ее способностей. Усава демонстрирует миру девочку-бунтарку, идущую против общественных глупостей и предрассудков, противника устоев айдолов и просто девушку, способную быть жесткой, дерзкой и кричащей. Не пик ее вокальных навыков и даже не половина того, что она может сейчас, да и в принципе не самая моя любимая песня, но эй! Люди ее любят, и могу сказать, что любят не по самым глупым причинам. И не исключено, что ее любят именно за вокал Адо. Ну, типа, композиционно она не самая интересная, да и селф-кавер от Сюдо, мягко говоря, скучноват. И если уж говорить в стезе агрессивных песен, то тут недавно вышла песня, которая как Усава, только лучше. И это Рулет, нейминг странный. И именно как агрессивный вокальный перформанс, каковым является Усава, Рул хуже разве что в плане психического состояния главной героини. Во всем остальном это ах. И пусть не такое агрессивное начало песни вас не обманывает, она по-настоящему кричащая. Я вообще удивился, когда после достаточно среднего в своей сути Mirror, когда я уже ждал от этой песни чего-то такого же посредственно, Адо на меня накричала и попросила больше в ней не сомневаться. Так все и было, вот пруфы. В этой же песне мы можем услышать самые разные фишки, от пения с придыханием до всех видов расщепления. Это та песня, после которой я уверовал в Адо в роли Джинкс. Настолько хорошо передать ебаньцу и агрессию, вплоть до перепадов настроения, еще ни один певец не смог. Но, конечно, Адо может не только в агрессивное пение, это было доказано также на дебюте. Гира-гира поется мягче и размереннее с ноткой меланхолии. Это, конечно, вплоть до припева, в котором песня внезапно переходит в более торжественное настроение. Возможно, я понимаю, почему. Это песня про девушку с пятном на лице, испытывающую тоску по этому поводу. И это в целом я знаю наверняка, в этом суть текста. Бог нарисовал меня левой рукой, кислотный дождь и любовные песни не мне, это я и так знаю. Но, как мне кажется, к припеву героиня приходит к принятию такого положения. Из похожей оперы у нас это Эйен но Акурухи, да. Из похожей оперы у нас есть Эйен но Акурухи. Эйен но Акурухи. Сама песня уже в разы мягче своих предшественниц. Я бы даже сказал, что она довольно сказочная. Примерно как пара песен Уты. Навевает такой будничной тоской. Под гитару так размеренно. Чтобы на припеве сбросить вас в натуральный крик. Dignity тоже из рода вокальных приколов, хорошо демонстрирует то, за что любят Адо. Мягкий шепотливый вокал на куплете, сильный и громкий на припевах, динамика в тембрах и, конечно же, широкий вокальный диапазон. Ready-Made хорошо демонстрирует оба состояния голоса Адо в обыденном настроении. Спокойный, мягкий, но интригующий голос переходит в более крепкий тон, словно рассказчик, с переходом на более кричащее пение, знаменующее боль и неприязнь, с дальнейшим переходом на более торжественный возглас под конец. All Night Radio, кайфовый радостный сити-поп.
Она реально там такая за-за-ди-га-га, за-за-ди-га-га, чум-чум. За-за-ди-га-га, за-за-ди-га-га. Зига, что? Эти песни и вышеописанные являются хорошим примером эмоционального погружения Адо в пение. Ее пение далеко от обычного исполнения. Ее артистизм позволяет ей глубже раскрыть эмоции, заложенные в песне. Даже если спектр эмоций довольно ограничен, это не слишком ограничивает ее в его полном раскрытии, а это никогда не в одном тоне или на одной громкости. Это всегда более комплексное исполнение с зарыванием мелких деталей, которые также могут наводить на некоторый подтекст в песнях. В этом заключается стиль и уникальность Адо как вокалиста. Углубленное эмоциональное раскрытие песни и ее комплексный вокал с кучей мелочей в нем. Хотя какие там мелочи, кавер-певцы порой выпускают вещи, лежащие на поверхности. Например, очевидный слайд здесь. Начисто теряется тут. Динамичное пение здесь. Превращается в сухое пение тут. Да, перепевать Адо это вам не хуй собачий, тут надо петь очень хорошо. Хотя никто не отменял исполнять песни и в своем собственном стиле. В общем-то, Адо так и делала. И через призму ее каверов ее талант и артистизм прослеживается даже четче в сравнении с оригинальными композициями. Адо начинала с каверов, и после дебюта с UMG каверы не закончились. Она продолжала их делать и продолжает их делать до сих пор, некоторые из старых даже перепевая вновь. И еще каверы могут быть одновременно и куда более интересным опытом, чем даже лучшие сольники, и невероятно скучными, чем даже самые скучные песни Адо. Потому что Адо фанатка вокалоидов, а вокалоиды... вот знаете, несмотря на весь талант Адо в пении, я не очень разделяю ее вкусы к музыке. Так и многие вокалоид-треки мне не нравятся. В частности из-за вокалоидов. Сюрприз. Вот не нравятся мне эти исключительно электризованные голоса. Может, вам они нравятся? Хорошо, я вас не осуждаю. Не общайтесь со мной, пожалуйста. В общем, даже на них Адо показала иной подход к перепевке песен. Пускай еще не так умело, как сейчас, но она уже демонстрировала свой стиль в каверах. Также на примере некоторых каверов, а именно на каверах, которые она еще переделывала, прекрасно можно запечатлеть рост ее навыка. Но давайте я не буду рассказывать о том, о чем я не хочу рассказывать. Оставлю пробелы для тех, кто сам захочет что-то про Адо снять. Или переснять. Можете не благодарить. Давайте я расскажу о каверах поинтереснее. Итак, давайте начнем с передоза. Да я про песню, блядь. Это уже песня, которая по сути исполняется чисто тихо, без большого крика, и Адо исполняет ее мягко, с придыханием. Мягче, чем исполнял на Торе. Поет протяжно, нежно, но иногда и добавит перчинки в песню, немного усилив голос, спев чуть острее или изменив тембр. Несмотря на то, что у вокала подразумевается исключительно одно настроение, вокал Адо с динамикой тембра и ритма добавляет новые цепляющие детали, о которых в первоначальном исполнении и не думали. Ну то есть, опять же, на Торе там ничего сверхъестественного не исполнял. Все довольно-таки монотонно, но Адо принялась углубить вокальную часть, дав новый взгляд на уже знакомую песню. И вот обычный кавер уже перерастает в отдельное произведение. Из таких мягких каверов можно исполнить японский кавер на Blue Frame от Les Seraphim.
Ой, Ле Серафима. С точки зрения художественной ценности, мне решительно непонятно, зачем тратиться на нескольких певиц, когда они не то что стилями пения не могут отличаться, голосами различаются, дай бог. Но с точки зрения коммерции, да, группы в кей-попе ценятся больше, чем одиночки. Адо самой себя вполне хватает, и как вокалист она сама по себе вносит куда больше кайповых мелочей, чем вся группа целиком. Бурики но Данс — это еще один вокалоид трек. Вообще, вокалоидов достаточно легко каверить, потому что свобода выражения у тебя просто огромная, желательно только в ноты попадать. И Адо очень даже попадает в ноты, это не то, что я хотел сказать, что она на полную пользуется этой свободой, и относительно простой джей-рок становится комплекснее и интереснее к прослушиванию и анализу. Годиш — это еще один вокалоид трек. И это второй лучший ее кавер на вокалоид трек. И одна из песен, которую я хочу разобрать до мельчайших деталей. Но, во-первых, этот ролик уже сравним с пересказами сюжета Фиренхангер, а во-вторых, YouTube мне таких пиздов навесит за такое. Начинается песня с высокого голоса, с несколько писклявым тембром, сразу задавая подобную установку песни. Плюс оригинал как раз подобным образом исполняется. И тут резкий спуск на пару октав ниже, гармоничное исполнение на мягком тембре с перескоками на тембр более жесткий, в конечном итоге возвращаясь к высокому тону. Куплет с островатой сменой такта, переход на пение высокое, но протяжное и вибрато. После чего снова переход на низкий мягкий голос, но резко возврат на такой миленький неоковай, мне определенно стоило вписать эту шутку раньше по контексту, голос. Снова вниз на октаву, смена тембра на высокие ноты. И припев. И это я еще рэп-часть не затрагивал. Да, там дальше идет рэп, и он охуенный. Куча тембров, куча всяких искажений, флипов. В этой песне происходит очень много чего. Я говорю, это нужно расписывать в контексте отдельных роликов и с полной уверенностью, что мне не въебут страйк по АП. В общем, эта песня в очередной раз показывает талант Адо, ее навыки в пении и даже больше. Она показала, что Адо может в разные тембры. А следовательно, войс-актинг. Я все еще не понимаю, в чем проблема поставить ее на голос Уты. С хорошим продюсером это даже выбиваться не будет. Если не верите, то посмотрите «Плохого маскота» и скажите мне, кого там озвучивает Булджать. Кстати, Саиндук, если смотришь... Кстати, вышел кавер на Годиш с одним не менее выдающимся кавером. Crime and Punishment. Оно же преступление и наказание, оно же норм, если я дрожащий. Ну, в школе проходили, Бимбу сыграли, Рига, жду кавер. Написана песня, кстати, тоже очень талантливой женщиной, Риго Шииной. Вы ее могли слышать в совместной песне с Millennium Parade Work, которая использовалась для опенинга Адского рая. Если захотите послушать об этой музыкантке, то я очень надеюсь, что найдется неравнодушный к ней и такой же талантливый, как я, контент-креатор. Нет, ну честно, я даже не знаю, откуда мне брать время на разбор всех музыкантов, которые того заслуживают. Эх, а до открытия японской музыки у меня с этим проблем не было. Как же я все-таки рад, что открыл ее. Собственно, и чем этот кавер выдающийся? Ну, я мог бы опять более-менее вдаться в рассуждения за техники, тембры и очередной раз отметить, какой вокал Адо насыщенный, а могу просто включить вам это. И у Годиш и этой песни есть кое-что общее. Они обе показывают то, что мы редко услышим в сольных песнях Адо. Годиш показывает комплексное, насыщенное исполнение с кардинально различными тембрами, а Crime and Punishment показывает охуенный уровень эмоциональности, вложенный в вокал. Крайнюю степень отчаяния героя, которая должна быть показана комплексно, насыщенно и во всех деталях. И во всем контрасте, от гнева до печали. В печали у нас вообще интересный экземпляр. Ни за что не поверите, да, Адо перепела Гуля. Это не этого Гуля! Короче, Адо перепела Unravel. И я думаю, об этом мечтали многие ее фанаты с самого ее взлета. Да я думаю, что все анимешники мечтают, чтобы их любимый кавер-исполнитель однажды исполнил Unravel. Но честно, не я.
Я никогда не питал большой любви ни к «Токийскому гулю», ни к тому самому его опенингу. Да, он был популярен, да, если вы анимешник, то для вас эта песня играла из каждого утюга, но музыкой я тогда не особо интересовался, попсовое аниме смотрел неохотно, да и угорал я тогда под апстепу. Мне было 12, поймите правильно. Если вам нужно мое мнение о гуле, перехайпленная посредственность, до меня мемы про 1000-7 заебали. Но если говорить о самом опенинге, то это хорошая песня даже по сегодняшним меркам. А для тех дней это был вообще шедевр. Местами перегружено, но в общем до сих пор хорошо слушается. Но меня как тогда это не задело, так и сейчас особых чувств не вызывает. Я сказал про перегруженность, но для меня есть и проблема посерьезнее. Недостаток праведного гнева. Звучит пафосно, пи***ц, но что я имею в виду? Вначале изображается тихая печаль, поется все смазливым, шепотливым, мягким голосом на повышенных тонах, и это классно. Это работает. Изображение грусти высокотонным голосом – это рабочий прием. Но на припеве, когда музыка кричит, и тебе бы кричать вместе с ней... Вокалист поет также мягко и смазливо, но уже не шепотом. Ну типа, чувак, кричи! И кому-то плевать, он любит в этой песне все остальное, или его в принципе устраивает такое положение дел, но для меня это стало недостающей деталью, за которую я не смог проникнуться оригиналом. Откуда я это знаю? Потому что именно кавер Адо смог заполнить для меня эту брешь. Да и на чисто мой субъективный взгляд, ну, вдруг кто забыл? С точки зрения подачи эмоциональной, она исполняет некоторые моменты даже лучше. Так, например, в начале, куда сильнее передается печаль через рваное пение, будто с комом в горле. Мы с моим знакомым этот момент обсуждали, и он начал что-то разгонять про звонкий голосной. Не буду называть имен, но просто скажу, Ростик, что то, что она поет эту песню иначе, не значит, блять, что она поет хуже. Но по моему личному мнению, лучший кавер у нее получился на... еще один вокалоид трек. Знаете, в чем проблема вокалоидов? Это хороший инструмент, если тебе самому не повезло ни с вокалом, ни с вокалистом. Почему ты его используешь в противном случае, мне решительно непонятно. Однако в силу специфики вокалоид даже при том, что может несколько больше среднестатистического вокалиста с точки зрения сухой техники, не очень хорошо выражает не то, что какую-то глубину человеческих эмоций, но иногда эмоции в принципе. Та же проблема преследует такую песню, как «Айщите, Айщите, Айщите». Или же «Люби меня, люби». Очуметь, чё я вспомнил, конечно. Песня, по сути, пропитана отчаянием и маниакальной помешанностью от текста до композиции. Невероятно тяжелое желание какого-то признания и любви, лишь бы почувствовать хоть какую-то значимость в этом мире. Для вас это какая-то очень тяжелая и депрессивная тема вообще не для песен, а для японцев это хит весны. Я просто хочу напомнить, что один из самых популярных в мире вокалоид треков вообще повествует об ублюдстве и тяжести жизни. Жаль, автор до этого успеха не дожил. Песня вся пропитана вот этим вот очень тяжелым желанием любви. Вся? Да не вся. Именно вокалоидный вокал не позволяет раскрыть эту тему целиком, и мы остаемся с довольно сухим вокалоидным вокалом, которому как ни крути, но больше эмоциональности не прибавишь. Чего, тем не менее, не скажешь про человеческий голос. Сложный вокал с применением разных техник? Адо на это способна. Необходимый эмоциональный окрас? Адо на это способна. Этого хватит? Как бы не так! Адо может куда больше. Oh
и ее лайв-выступление. И если вы когда-нибудь задавались вопросом, как выступают артисты, старающиеся не раскрывать свою личную информацию и сохранять анонимность, то вот, она поет в клетке. Ну и кроме шуток, да, у Адо также были неоднократные концерты и туры, но если вы вдруг еще не догадались! И ее живое исполнение — это вообще отдельный вид искусства. Возможно, техникой, попаданием в ноты она на них и пренебрегает, но она это компенсирует еще большей эмоциональностью, чем даже на записях. Пускай она потом и сама себя будет кринжевать. И я особо на этом долго заостряться не буду, скажу просто, что это отдельный пласт музыки Адо, который стоит вашего внимания. Она, кстати, на них исполняла Stay With Me, и я не шучу. И если вы уже побежали слушать его в ее исполнении, то лучше присядьте, потому что ни фулл кавера, ни фулл записи лайва официально нет. А то, что я вам сейчас показал, является отрывком из официального тизера дисков с записями концерта в Лос-Анджелесе. То есть, если вы хотите насладиться концертом с мирового тура хоть сколько-то закона, ну, скажем, на вас билета не хватило, перекуп и момент, то вам нужно на официальном Адо шопе купить CD-диск за немалую такую сумму, плюс доставка прямиком из Японии. И не факт, кстати, что это будет, во-первых, быстро, во-вторых, возможно. Ну, знаете, разные проблемы в мире бывают. Ой, у вас нет CD-драйва? Ой, какая жалость, ну тогда вряд ли ты сможешь насладиться этим великолепным концертом, от которого тысячи и сотни тысяч человек остались в восторге. На Билибили, конечно, можно найти сливы не только мирового, но и всех остальных туров Адо, но это пиратство! Мы осуждаем пиратство. Вы должны поглощать продукт лишь легальными и официальными способами. Просто констатирую факт, на Билибили есть запись. Ну и вот вам небольшая загадка от Джака Фреско. У вас певица. Ее основная особенность — это уникальный вокал с уникальными фишками и мелочами. Будете ли вы создавать какой-то материал с ее пением, но который убирает из ее пения любые примечательные особенности, которые и выделяют ее на фоне остальных, но которые типа хайповый и, возможно, маркетологи так говорят, это принесет большую популярность? Одни ответят нет, другие ответят да, третьи попросят больше конкретики. Тогда я скажу конкретнее, хотите ли вы сделать спидап ее вокала? Unforgiven спидап. Да, я ж говорил, что мы еще доберемся до тебя. Наконец-то мы до этого дошли. Как же я, блядь, ненавижу эту хуйню. У Адо была коллаборация с Le Seraphim. Или Le Seraphim, я хз, как это читать. Короче, Адо заколлабилась с Серафиной, и в рамках этого коллаба, во-первых, Адо сделала вот этот вот красивый чуловый кавер на Blue Flame, а во-вторых, она вместе с Серафимами исполнила японскую версию Unforgiven. И насчет оригинала. Во-первых, вокал Адо в песне выгодно выделяется за счет всего. Она исполняет лучше, уникальнее. Ее на фоне одноголосых кореянок спокойно можно отличить. Нет, правда, между Эвелин и Ари в КДА разница ощущается лучше. Вы мне если скажете, что песни в Сефирот исполняет одна девушка, я поверю. Ну и во-вторых, песня сама по себе скучная. Композиция скудная, еще и медленная до зевоты. А конкретно Адо там немного, чтобы выводить эту песню хоть на какой-то новый уровень. Та же Blue Flame была куда насыщенней, а в этой песне как будто просто ничего не происходит. Я думаю, через полчаса за мою голову уже будет назначена награда. Давайте, малолетние фанатки кей-попа, я и вашего чимина в рот ебал! Однако фулл-версии на канале Адо не было. И это естественно. Фиты не должны быть на каналах фитовавших по-хорошему. Но то, что мы получили взамен, несколько удручает. Спидап оригинала. В чем проблема таких вот спидапов, слоудов, но в частности спидапов? Особенности вокала нахуй теряются. Ведь он, во-первых, ускорен, во-вторых, поднят вверх по тональности, или, как в наших русских деревнях говорят, запитчен. И за этой мишурой ты уже толком не слышишь ни расщеплений голоса, ни тонкого вибрато, ни особенного тембра, ты нихуя не слышишь. И уже и Адо не так сильно выделяется на фоне одноголосых кореянок. Еще можно различить, но с трудом. И в основном зная, где Адо поет. И масло в огонь моего пердалища добавляет проблема оригинала. Бедная композиция. Unforgiven пускай тягомотная, но и написана она была под эту тягомотину. Она не адаптирована под более скоростное исполнение. Впоследствии чего не самые лучшие композиционные решения по типу вокального припева под рэп-инструментал становятся в лучшем случае ужасно спорными. Чья тупорылая идея это, блядь, была? Возможно, это была идея Адо, но уважать ее от этого я не стану. Идею, не Адо. Адо я и так уважаю, ну пиздец.
Но скорее всего это идея стафа, чисто выдать подтверждение того, что вот у нас был коллаб с такой мощной плюс жесткой группой. Такие они популярны, ну прям пиздец. Да, спидапы были, после Unforgiven она уже песни лично Адо, и они звучат даже хуже. Но первым официальным спидапом, блять, официальный спидап, это даже звучит убого, был именно спидап Unforgiven. Причем, знаете, сделать спидап и слоуд много ума не требуется. Я вам даже сейчас сделаю небольшую демонстрацию этого неистово сложного процесса. Это все, спасибо за просмотр, ставьте лайки. Возможно, я слишком строго отношусь к простому и незначительному дополнению к музыке Адо. Еще по ней это не монетизировали. Как бы там ни было, это никоим образом не портит впечатление от музыки Адо в сумме. Музыки, которая звучит по всему миру уже почти 4 года, которая 6 лет звучала в локальном комьюнити у Таиты, и которая уже больше 10 лет звучит в жизни самой Адо. Да кто это ваша Адо? Кто такие Окошко Продакшн? И прежде чем мы перейдем к определенному ответу на этот вопрос, я хочу отметить несколько важных моментов. Так, например, этот взгляд на Адо — это исключительно мое мнение и точка зрения. Это важно, потому что пускай все то, что я говорил ранее, также является моим мнением и моей точкой зрения, все же произносилось с претензией на объективность. Здесь же я не хочу навязывать вам какую-то базу о том, кто такая Адо на самом деле. Психоанализ и критическую монографию я не проводил. Мое мнение о ней основано исключительно на незначительном количестве общедоступных материалов по типу роликов Ado Sense, постов в Твиттере, интервью и прочих таких вот приколов. И то, я не ебанутый пересматривать все вырезки Ado Sense, чтобы выискивать там различные персонали Адо. Так что я вижу лишь то, что вижу, а потому не хочу навязывать вам то, как вы должны видеть личность Адо. Еще раз повторю, это не критическая монография Адо. Все ниже сказанное лишь моя точка зрения с подкрепляющими моментами. Если у вас, например, есть пруфы насчет того, что Адо это не личность, ее личность сфабрикованная на проект, то, блядь, я буду только рад их увидеть, пожалуйста, предоставляйте. Если вы хотите какую-то свою картину восприятия Адо или действительно понять Адо, то вот вам Artist on the Rise, вот вам Ado Sense, спасибо ему, кстати, за такие классные картинки, ну и вот вам посты в Твиттере, старые посты в Твиттере, можете даже подписку на Doki Doki Secret Club оформить, все в ваших руках. Я же буду говорить лишь о том, что на поверхности. Исходя из интервью, Адо это обычная, но очень упорная девушка, росла в обычной семье, училась в обычной школе, имеет довольно пессимистичный характер, стала популярной неожиданно для самой себя, но не лишилась своего пессимизма. Исходя из вырезок Ado Sense, которые, кстати, делают эти картинки прикольные, ну прям классные. Адо обычная невысокая девушка, добрая, несколько задорная, не самая спортивная, любит покушать очень вкусно и довольно много. Я должен заметить, что ни в коем случае не осуждаю. Любит аниме, немного игры, и в частности игры на RPG Maker. Я Дебилыч, и мне как тоже нравятся японские Как мы с тобой в этом болоте психоделики. оказались-то, бля? Если бы с карьерой певицы не повезло, стала бы геймером, носит очки, любит очень много спать, верит в то, что лук летает в Австралии, мечтает переродиться в голубя. Я не шучу. もし来世があるなら来世は何になりたいですか？来世はね、決まってますよ。来世は私はディズニーランドにいるスズメになりたいって500は言ってます。 Исходя из Reddit, Адо это хтоническое чудище, пойманное в глубинах Тихого океана, чей голос чарует, но которое ни в коем случае нельзя выпускать на свободу. Поэтому она сидит в клетке. И поэтому предупреждение на мировом туре об отключении клетки Адо стоит воспринимать всерьез. Они не закроют клетку, они ее откроют. И тогда Адо выберется на свободу и сожрет каждого присутствующего. На ивенте рукопожатий уже были несколько пострадавших из-за плохого контроля Адо со стороны стафа. Они пытаются это замять, в частности якобы тем, что Адо подхватила корону. Но мы прекрасно знаем, что дети Ктулху не болеют короной. Думайте. Историю Адо нельзя назвать особенной. Это не история человека, который добился всего сам, который родился в неблагополучной семье, который стрелялся с гангстерами в переулках за пачку сухариков 3 корочки. Это история обыкновенной девушки, жившей в обыкновенной семье, учившейся в обыкновенной школе и переживавшей обыкновенную депрессию в 0 лет. Шутка ли, но если чем Адо и отличалась, так это пессимистичным настроем с малых лет. А заодно и проблемы с самоидентификацией и уверенностью в себе. 当時は絵を描くのが好きで、ちょっと絵を描いてみると、なんかからかわれることとかも多くって、結局
曲は自分で全部ダメなんだなみたいな、ありとあらゆる全てがコンプレックスでしたね。В более позднее время ей открылся, во-первых, интернет, а во-вторых, вокалоиды и каверы на них. И это ее заинтересовало. Сами по себе вокалоиды были чем-то таинственным для нее. Аниме-персонажи, поющие нечеловеческими голосами, и к этому прибавились еще и каверы на них от людей, чьих лиц никто не видел. 小学校高学年ぐらいの時に自分の好きなボカロの楽曲をカバーしている人たちがいて、どんな人かもわからないのに声だけで歌だけでこんなになんか盛り上げられる人がいるっていうか、そういう人たちがいっぱいいるってことを知って自分もやってみたいって思いましたね。И она начала жестко ебашить. Она начала много петь, тренировать свой голос, петь так часто и громко, что родители нередко ее ругали за шум. 両親にうるさいって言われるぐらい毎日のように家で歌っていたので。Но, судя по всему, не выступали против намерений своей дочери и даже поддерживали, ведь в конечном итоге у нее появилось оборудование для записи и обработки, а впоследствии и сведения от студии. Так что тут два варианта. Либо у Адо семья живет вполне себе в достатке, либо она с ранних лет инвестировала в крипту, откладывала, все по заветам Альберта, короче. Любого из. И в определенный момент она, как и хотела, начала постить каверы на разные песни. И ей это нравилось. 性格っていうところでは何も変わってないですけど、ワクワクはしていましたね。本当コメントがつくだけで私は嬉しい、こんなに私の動画にコメントがあって、なんかもう1時間ごとに更新して見てるみたいな。 И если у вас не возникает никаких ассоциаций на какие-то сторонние истории, то вот интересный факт. Свои ранние каверы Адо записывала в шкафу. Хех. Бочи привела меня к японской музыке, та привела меня к Адо, а та в свою очередь вернула к Бочи. Ну, в общем, да, Адо это литерали Бочи фурил. И большим доказательством этого является еще и то, что к старшей школе даже та уверенность, которую она испытывала по отношению к своему пению, угасала. まただんだんなくなってきた時期もあったり、気づいたっていうか、私あんまり上手くないじゃんみたいな感じで、ちょっと批判的なことも言われるようにはなりましたが、それを気にしてたりっていうのも大きかったですかね。少しでも何かトゲがあることを言われるとすぐ落ちてしまうみたいな。 И сказать честно, я готов поверить в то, что эти ощущения были выражены в песне Усова. Адо вылила свою обиду и горечь на критиков, на хейтеров и на саму себя. А что вышло в итоге, вы уже и так знаете. あれみたいな凄まじい勢いで再生回数が上がっていってって、その事実、すごいことになっているっていう事実に追いつくので精一杯でしたかね。 История Адо не содержит за собой чего-то сверхъестественного. Поиск призвания, упорный труд и большая удача. Это в целом актуально для любого медиа, тут даже не самый большой взлет в мире. Тем не менее, в ее истории есть довольно красивый символизм. Что вообще означает Адо? Это обозначение одного из актеров театра Кёген, где Адо обозначает второстепенную роль, вспомогательную. Если вы думаете, что это было изначальным намерением Адо, то нет, она выбрала этот ник, потому что он звучал круто. Вот бы кто-нибудь еще выбрал себе ник, который на самом деле звучит круто, прикольно. Однако именно в такой формулировке Адо нашла свое призвание как певица. Она будет вспомогательным персонажем в жизни других людей. Символизмом также обладает и синяя роза, которая является ключевым атрибутом, даже символом Адо. До определенного момента синие розы были просто-напросто невозможны биологически и являлись в Японии символом невозможного. Однако в Японии в 2002 году, в год рождения самой Адо, благодаря ряду генных модификаций был найден способ таки вывести синюю розу впервые за всю историю человечества. И потому синей розе в Японии было присвоено новое значение – мечты сбываются. И мечта действительно сбылась. Адо сейчас одна из самых обожаемых японских певиц по всему миру. Это, конечно, не масштабы поп-звезд Запада, что мне откровенно не нравится, но тоже результат, которого способны добиться немногие. И Адо действительно нашла для себя в этом свое счастье. Так я думал. Я хотел верить в то, что с исполнением своей мечты Адо нашла счастье в своем любимом деле. Но что если я скажу, что мы все ужасно недооцениваем пессимизм Адо? Даже если мечта исполнена, ничего не изменилось. Что это? Твит? Цитата из Artist on a Rise? Цитата из радиопрограммы? Нет, это строчка одной из ее песен. Песен, которые она сама не пишет.
Мы с вами слышали от Адо самые разные по настроению песни. Радостные, грустные, драйвовые и спокойные. Куча разных настроений и подходов, но они не выражают настоящих чувств Адо. Ибо что песни, что текста, ей пишут другие люди, а ее участие в создании песни, кроме вокала, остается под вопросом. Потому многие рассказы про то, что Адо натурально переживает песни по типу Сева, Рул и прочее, можно принять за чистой воды СПГС и просто наматывание лирического персонажа на реального человека. Адо не написала ни одной песни. Это ложь. Одну песню она все-таки написала. Шока. Песня, автором которой целиком является Адо. От текста до композиции. И эта песня на пару с клипом ужасает. Текст к песне «Шока» был написан Адо еще в 17 лет. И текст уже сам по себе в тяжести посоревнуется с «Айщиты» от Кико. Желание умереть, самобичевание, печаль, непринятие кем-то. Самоудовлетворение! Прежде всего, эта песня, написанная самой Адо. И как для человека, который обычно не пишет музыку сам, справилась она просто превосходно. Особенно при учете более веселых песен про суицид. Адо задевает правильные ощущения своей песней, а именно постоянная и порой особо сильная душевная боль и тяжкая безысходность. Гитара, которая поначалу больше напоминает скрипку, инструментал, схожий с песнями Тубол, но более печальный, общая динамика между драйвом, грустью и скорбью. И волнение здесь вызывает факт того, что Адо посчитала нужным спеть этот текст спустя 4-5 лет. Зачем поднимать такой текст, если он не остается актуальным? И я хотел было верить, что это поднятие травм прошлого в качестве пережитого. Желание таки дописать ту демку из 2014 и забыть. Так я думал, пока не вышел клип. И он меня сломал. Увидев, в каком состоянии изображена Адо, я был шокирован. Я не знал, что и думать. О ком эта песня? О той 17-летней Адо? Или о нынешней Адо? Или же это песня о лирическом герое Адо? Адо это человек или персонаж? Это настоящее чувство или продуманный образ? Как эта песня увидела свет в первую очередь? И тут я все-таки позволю себе юморнуть. Вы можете представить питчинг этой песни? Короче, я еще в 17 лет написала текст о том, что я хочу сдохнуть. Композиция написана, дайте мне аранжировщика песен из Бочи, они прям классные. И вон тот чел, что рисовал обложку для альбома с каверами, пусть он нарисует клип, в котором я натурально страдаю от своей работы. Так или иначе, допускаю, что Адо это не образ, песни с клипом дают нам понимание нескольких вещей. Первое, ее худшие чувства актуальны и по сей день. Адо, даже добившись успеха, все так же винит себя в нанесении вреда другим, все так же живет в постоянной печали и все так же желает умереть. Второе, это песня про Адо. Я хочу прояснить, любые песни до этого не были написаны ей и в большинстве своем исполнялись от лиц лирических персонажей. И в большинстве своем в каком-то контексте и можно было спокойно не применять любые смыслы на саму Адо. В нашем же случае песня написана Адо, песня спета Адо, на персонаже Чандо, аватар Адо, поднимается твиттер самой Адо. Адо по итогу клипа попадает в свою знаменитую клетку. Эта песня написана Адо, о самой Адо и ни о ком другом. И третье. При учете всего вышесказанного, Адо видит себя заложницей. Она считает себя виновником пролитых литров крови. Она видит свой голос как ошибку этого мира. Она говорит, что ничего не способна изменить. Успех не принес ей счастья. Даже если мечта исполнена, ничего не изменилось. Это больно. И не потому, что я как-то влюблен в Адо, не потому, что я вижу ее как свою вторую половинку, не из-за различной парасоциальной чуши, не приплетайте это сюда, пожалуйста. И даже не совсем потому, что это похоже на то, как чувствовал себя я. Но потому, что я безумно уважаю ее. Она талантливый артист, она самый талантливый певец, которого я слышал. И она причудливая, возможно, излишне эмоциональная и нетерпеливая, но она неплохой человек. Она заслуживает счастья. И смотреть на то, как уважаемый тобой человек, добившийся огромных высот, не может возыметь счастье, не укладывается в голове. И оттого становится еще больнее. Правда, действительно ли все настолько плохо? Ах, его знает на самом деле! Вы знаете, я не имею в виду, что человек в депрессии должен быть круглосуточно в этой самой депрессии и ходить с ебалом уныния. Я сам в моральном упадке спокойно ловлю различные рафлянки, но
Если вы посмотрите программу Адо на радио, запись ее караоке с Йошину и Дзяку, вот эти вырезки с концертов, ну так сложно поверить в то, что это абсолютно несчастная женщина. И это не обязательно должна быть показная радость. Я сам испытывал неподдельное удовольствие от тех же выступлений на сцене в техникуме, я вам этого не покажу. И да, она не обязательно из-за этого должна быть прям счастливая. Я и сам не становился счастливее в общем, но и концерты эти были в подгруппной шараге Донбасса на 500 человек с частотой раз в полгода. Но ты же радостная на подобных мероприятиях, на концертах, на радио, или твоя основная деятельность не является вещью, что может сделать твою жизнь счастливее? Хотя, исходя из песни, это вообще является не знаю какой по важности, но причиной твоего несчастья. Ты еще говоришь, что кому-то наносишь вред, но я, честно говоря, вообще не понимаю, о чем ты. Кому ты наносишь вред? Твои песни только радуют людей. Или я совершенно неверно интерпретировал твой текст. Может, перевод пожрал говно? И у меня вообще есть подозрение, что перевод мог пожрать говно. Ибо я как-то раз адаптировал Ибара и сломал себе нахуй мозг в попытке понять, что я, блядь, читаю. И на клип особо смотреть не приходится, ибо как бы хорошо этот клип не передавал, ну, вроде бы отчаяние нашей певицы, клип Адо остается клипом Адо. Как исходники крипипаст, волнения и вопросов вызывают дохуя, а контекста... Ну его нет, блядь. Призы, ок, понятно, кандалы вроде допустимо, клетка, выступающая как клеткой реальной для выступлений, так и метафорической, хорошо. Кто это? Вот, кто эти две хотя бы? Это другие версии Адо, это изображение родных Адо, это ее субличности. Теория главных хейтер Адо это сама Адо. А стоп, она же это напрямую говорила. Это даже имеет смысл с такой перспективы. А что означают эти завядающие розы? Мне нужно лезть в азбуку цветов, чтобы понять смысл этой сцены? Что за метафора стоит за фейерверками? Почему ноут заливается кровью и... финальная сцена... Ха? Что еще, блять, за ха? Это что, реклама Хачан? Ты убийца хочешь? Что это за реакция? И что с лицом, мать жива? Ну и что после этого рофла? Я подчеркну, рофла! Не возникало недопонимания. Я не хочу сказать, что Адо на самом деле не страдает. Я вообще ничего не хочу этим сказать. Это просто сценическое преувеличение, ладно? У нее вполне могут быть какие-то свои причины тряски. И я ни в коем случае не хочу пренебрегать ее чувствами. Просто, будь я на ее месте в индустрии, я был бы счастлив. Но я и не Адо, ее жизнь не жил, свечку не держал, да и... Знаете, я просто поверю, я просто, может, даже прогоню это как сценический образ тоже, и не буду слишком с головой в это закапываться. Головняк Адо — это головняк Адо, и мы к нему отношения не имеем. Так что, я думаю, пора подводить итоги. Я уважаю Адо. Она спела множество песен, которые я и многие другие слушают и по сей день, с самыми разными эмоциями, и эмоциями, раскрытыми на особом уровне, и... Она неплохой человек, пускай очень пессимистичный. Она стала для меня второй после Рок Тихони ступенью в японскую музыку, и одним из главных ее представителей. Для меня так точно. Она заслуживает каждого своего фаната, и даже больше. Я считаю, что она заслуживает куда большей популярности. Я считаю, что она заслуживает занять место в сердцах сотен миллионов людей по всему миру. Я ей, конечно, вряд ли принесу аж такую славу, но если хотя бы десяток человек после этого ролика проникнутся ей в той же степени, что и я, быть может, это было сделано не зря. Ой, да кого я обману? Если я не получу 5 миллиардов просмотров в течение 5 секунд после выхода ролика, то я сыграю в GTA 5 RP на известном сервере Ящик. Вы ж не хотите этого? Вы же хотите еще разбор песен Кисоку, Ива, может обзор на Фрейрен, Аркейн, Якудза, Project Moon, Крепенация, Наби, Клинок, Дандадан, Йоасоби, Нойз, Guilty Gear, Мили... Так, стоп, Мили же должна быть в Project Moon. А в общем, если вы хотите и дальше таких кайфовых больших видосиков, то ставьте лайки, подписывайтесь, так сказать, subscribe, оставляйте комментарии. И да, я многого не покрыл относительно Адо. Я чисто вскользь рассказал про ее лайвы, я не рассказал про ее запись караоке, где она пела Idol и Kickback, я не рассказал про ее связь с Рок Тихоней, и я не рассказал про Idol-группу, которую Адо продюсирует. Реально продюсирует, по крайней мере в плане вокала. Я обо всем этом и многом другом не рассказал. И это не потому, что я ленивый хуй, но как минимум потому, что и так уже ролик затянул пиздец. Буквально и во всех смыслах. Это я, так сказать, оставлю хоть что-то вам. А то, ну знаете, после такого классного ролика что-то другое по тем же темам смотреть не захочется. Надеюсь, у меня получилось видео, которое хоть немного достойно самой Адо. Как бы не было тяжело, как бы не было больно, и какой бы безнадежной жизнь нам ни казалась, до сих пор лучшей опцией остается жить. У меня, конечно же,
Напонимаю? Блять, кого я напонимаю, блять, сейчас? У меня, конечно же, напонима... Какой я ебала! Но все-таки сквозь весь... Ой, как же я умею не произносить буквы, блять, это просто нахуй. И начиная отсюда, мы будем говорить о песнях, которые, по моему мнению, как минимум хорошие. Но сначала я попью воды, блядь, потому что у меня горло нахуй высохло. Раскумарились. Продолжим. У песни хорошо получилась комплексная позиция. Что? Комплексная позиция? Комплексная политика, комплексные полимеры, полиаморы, постмодерн, постирония, Пастернак и прочее говно. К тому же я могу предложить песню от Адо, которая реализует приемы обеих этих песен куда лучше. К тому же я могу предложить песню от Адо, которая реализует проблемы. Что? Что я хочу сказать, блядь? Она проблемы реализует, что ли, сука? У Руле хороший клип с достаточно... У Руле хороший клип с достаточным количеством Блять, еще раз. Тяжело. У Руле хороший клип с достаточным Блять. Короче, заколлабилась Адо с Серафиной, и в рамках этого коллаба, во-первых, Адо сделала вот этот вот красивый чуловый кавер на Blue Frame. Я на секунду превратился в японца, блядь. Шамелу но эсуки, татохи но акуи, кедо хогаэ масэру so much fun. And also, is the song with a good relatable lyrics, нахуй. Lyrics, блять. Блять, не, я на такие ноты просто не... Я до таких нот просто не достаю, блять. Не петь мне как Адо. Ладно. Ужас. Кошмар, блядь. Guys, it's literally most... Gus. But you can call me Sus. Да, перепевать Адо это вам не хуй... Да, перепевать Адо это вам не хуй собачий. Блять, ебать металл. Да, перепевать Адо это вам не хуй собачий. Тут на... Блять. Сука, почему, блять, в контексте нахуй такого ролика? Драматичная, кричащая, лучшая персия... Лучшая персия, принц-версия, нахуй.
Блять. Я просто вспоминаю песню, у меня слезы наворачиваются на глаза. Она охуенная. Это Absolute Cinema, буквально, просто. Absolute Cinema, World of Domination, самый заслуженный. Ну и, конечно, мы поняли из этой песни, что Адо тоже дрочит.